нас 76%. Заправим, наверное. Чтоб было. Да, красота. Хорошо. Здорово, ребята. В общем, деревня, конец октября. Такая пасмурная погода, дождливая. Идет дождь, моросящий, знаете, такой. Ну, такой самый настоящий осенний. Погода, в общем, ребят, такая, знаете, как сентябрь. Вообще октябрем не пахнет. Ну, по прогнозу, ребята, через недельки-две уже, наверное, будем макать мормышки. Это не точно, но если так будет стоять погода, то, скорее всего, да. Ну, 2 недели это 2 недели, ребята, это 15 дней, это полмесяца. Соответственно, без рыбалки мы не сидим. Осень, сезон налима, естественно, ребята, сборы и выезжаем. В общем, можно сказать, очередная экспедиция. Ну, если, я считаю, ребята, если езжаешь более 3 дней, то это уже название как экспедиция называется. А то многие там что-то угорают, непонятно. Ну, не знаю, сами хотя бы жили по 3-4 дня в лесу или в палатке, независимо с рыбалкой, то как бы, может быть, у вас есть понимание. А так, то не понимающий, то не знаю, может быть, как бы и смешно для него. На диване это понятное дело. Всегда клюет, теплые лунки, 5-10 и так далее. Вот, ребят.
Давно не было Сереги с Кирова. Знаете, наверное, кто давно на канале, кто такой Серега. И часто задавали вопросы, когда приедет, когда приедет. Короче, где-то он прет, ребята. Где-то он гудит, едет. Вот. И, короче, мы с Серегой хотим заехать в лес, пожить, порыбачить. Ну, заезжать будем, ребят, не у меня, а поедем туда, где недавно были, где мы поймали бонуса. В общем, Сердцом созвонился, говорю, ес, хотим вот прокатиться, там туда-сюда, в общем, подсказал, рассказал, там, где нельзя встать, потому что ребята там промыслом занимаются, в общем, кодовое слово там и все остальное. Так что попрем, ребят, туда. Вот, и поживем 3-4 дня. Берем с собой лодку ПВХ у Сергея, Гладиатор 9.9. Серега тоже взял, как у меня. Серега поменял машину, взял Нивасика. Короче, много чего поменялось. А сколько я Серегу не видел, наверное. Последний раз он приезжал года 2, наверное, ко мне по весне. А так он стабильно заезжал осенью, весной. Жили на льду, жили на берегу. Вот. Сейчас у него были там небольшие проблемы. Ну, все вроде разрулил. Красавчик. В общем, ждем Серегу. Сегодня, наверное, потихоньку соберемся. Я не знаю, во сколько он приедет. Трубки не поднимает что-то. А я в деревне, ребята. Алена Сергеевна в отъезде. Я здесь как за хозяина. Ну и здесь сборы у меня, все вещи. Вот. Скорее всего, будем брать прицеп. Сейчас надо по деревне созвониться, найти прицепик. Вот у кого-то взять в аренду. Небольшой, потому что Нива-то Нивой, но палатки, печки, раскладушки и лодка с мотором это уже как минимум не влазит. По-любому нужно прицеп небольшой. Ну и короче, как-то так. Сегодня, наверное, ночуем здесь. А завтра с раннего ранья такого прем. В общем, прем. Забил уже на дождь, забил на вот это все, вот это будет мокрить, морось вот этот. Короче, думаю, ну а что делать, если всю неделю такая погода, ну что потом. Доберемся, поставим лагерь, палатку поставим, печка есть, все что. Уже есть обогрев, будем, вещи будут сохнуть, как бы, с донками там разберемся, в общем. Вот. Так что, такие дела, ребята, так что впереди очередной сериал, я так думаю. Постараюсь, конечно, поснимать побольше, и быт, и готовочки какие-то, и рыбалку, возможно, будет какая-нибудь хорошая рыбалка. Ну, я надеюсь. Так что только вперед, ребята. Так что давайте заварим кофеечек, ребят, и приятного просмотра. Поехали. Нарисовался наконец-то, ё-моё. Звоню, не берет трубки, думаю, мало ли что случилось. В родные пенаты заехал. Пятидверочка. Посерьезнее будет. Красавчик. О, на музяке дядька. Здорово, Серега. Сколько лет уже не был? Год. Год? Что, Больше? в том году только не был. Больше же, да? Ну это второй получается. Весной же не приезжал. Осенью прошлую не приезжал. И вот это осень. Второй год. Весной ездили вот в крайний раз, когда еще летали на этом. Да. Ну красавчик. Я-то думал тебя уже не ждать. Я думал, случилось что-то, блядь. Не, ничего. Думаю, Серега не должен подвезти. Бля, я только сейчас из города выезжал. Пробки нахрен. Ну понятно. Ну, красавчик. Так, братцы, ну что мы на сборах. Сейчас поедем за прицепом. Договорился с одним, ну блин, не знаю. Такая погода. А если его чем не накрыть? Ну вот я думаю, или только его брать каким-то баннером, у меня там есть, накрыть баннером, или все-таки искать тендованный. А на будущее надо покупать свой, чтобы не было такого говна. Всегда сделаем списки, сейчас поедем мы в другое село, там магазины подешевле как минимум. Ну и так что-то, тут дома что-то есть, Серега там что-то привез, в общем, по продукции, сейчас список составлю. Вот сюда обычно список составляем, чтобы потом не думать, в магазине прошелся, быстренько закупился и погнали, короче. Время у нас 2 часа, так что как раз сегодня нам надо будет полностью все затариться, загрузиться спокойно, что-нибудь приготовить на ужин, покушать и спать.
Утром пораньше выезжаем. Вот такие дела. Сейчас попривозим по магазинам. Что, выезжаем часиков 5? Ну да, в 6 рассветает как раз нормально. Нет, даже на пораньше. Поедем-то как? По Кольцевой или по городу? По объездной. По объездной. Просто видишь, с утра на работу все поедут, да все, да, чтобы нам, как говорится, А не, мы не толкаться, не топтаться. не зацепимся мы там. Ну, считаем, Мы объедемся. до этого, до Сыктывкара, час проедем. Ну да. Да, так. Ну, если ты там говоришь 130, ты там... Блядь, это без прицепа. Да, понятно. С прицепом так не погонишь. Конечно, конечно. Да не, нормально, потихоньку поедем. Я вообще с прицепом-то ни разу не ездил. Ну, видишь, будет у тебя опыт первый. Нет, так по трассе-то как она себя ведет? Нормально, мы возьмем маленький прицеп, мы не будем брать кондованный там 3 метра, маленький возьмем. Виталич, хлебушек, пару буханочек. Свет, белого, черного? Пекарня хорошая, вкусная. А? Белого, черного? Давай белого бери. О, огонек. Вообще пойдет. Так, идем дальше. Так, макароны. А в тюрьме, говорит, сегодня ужин, макароны, да, Серег? Давай, возьми каких-нибудь. Что-нибудь, таких каких-нибудь. Таких. Да, он бери, да, пойдет. Полностью, Серег, это тоже выпусти. Что? Вот эту верхнюю выпусти тоже. Ага. Ага. И... Подожди. Ага. Борта давай. Давай. Там этот, надо себя. Все, падай. Подзакидай. Да. Набор положил, набор. О. Это что, вдоль борта? Вот там, да. Налиметник. Налиметник. Подъем. Так, нали мы не поймаем.
Ну что, братцы, все на месте, как будто и не уезжал. Недавно совсем здесь был. Все, долетели, ребят. Ну как, что? Выезжали, такая погода была мерзкая, дождь херачил. Время 9:45. Мы выехали 5:30. Вот, получается, сколько ехали. Все, на Невасике мы тут слепанулись. Слип такой, конечно, ну, не такой уж простой. Я имею в виду, на пузатерке туда не пройдешь. На реке ветрище, холодрище, северяк дует. Ну, это ни почем. Это на Налима самое то. А вот позвонил уже Лехе. Леха на связи. В общем, привезет нам миножник. И все. Сейчас будем качаться, разгружаться. Посмотрим, как у нас получится. В одну ходку, в две. Ну, в принципе, на моторе не особо много. Может, даже и кучу нагрузим. Как бы без глиссера пойдем по тихой грусти. Такие дела. Все. Экспедиция начинается, ребята. Впереди 3-4 дня рыбалки. Поживем увидим, как говорится. Погнали. Серега, пока гру выгрузим, все. Шнурок доставать надо. А потом перегрузимся, все сложно. Чтобы ничего не мешало. Как вот это котелок газ. Что там, Серега? Животные, говорю, наши. Животина, да? Да. Животина, это хорошо. Все, ребята, Леха привез миножник. Красавчик, спасибо. Наживка будет, я думаю. Не знаю, ребят, посмотрите, сколько вещей. Это только мои. Куча у Сереги. И лодку 350. Базара 0. ПВХ, она славится грузоподъемностью. 500 килограмм у Сереги.
У меня была 380, там вообще под тонну. Просто придется гору нагрузить. Неохота 2 ходки делать. Но все же нужно, все нужно, блин, все в кайф. Потому что едем надолго, соответственно, нужно все. Чтобы было и там удобно, и там удобно. И снежок, ребят, пошел у нас. Снежочек. Вообще огонь, заезжаем. Ничего не остается, как, короче, 2 ходки делать. Нагрузили, блин. Ну, самое тяжелое. Там еще по мелочи. Ну и Серега, понятно. В общем, греюсь. Серега здесь, а я на точку. Там выкинусь. И обратно за ним. А что делать? И обратно, наверное, так же придется. Ну, поменьше что-то будет там. Еды. А так, я думаю, рыбы наловим. Ну, короче, поехали, ребят, что делать. Время есть, в принципе, нормально. Барашки, ребята, вещи, блин, скачут. Боюсь, чтобы не потопить ничего. Ну и тут местами, смотрю места, в общем, заезжаю вот в такие моменты. Потому что вот в принципе здесь вот классно бы было постоять. Есть лес, есть дрова, пляж как бы есть, и недалеко лагерь можно разбивать. Там все-таки получается обрывы, и с той стороны пляж. А с донками там с пляжа далеко кидать не забросишь, а за кидушками можно. А донки с той стороны, с обрыва. В общем, кататься тоже такое себе. Ну вот есть местечко, конечно. Прикольное, кстати, для ночевки. Ладно, едем дальше. Так, друзья, ну что, как вам обрывчик? Я думаю, шикарный. Смотрю этот, как его, чтобы снастей не было. Просто могут местные оставлять, как бы, ну, на ночь топят, в общем, и этот, чтобы на чужие снасти не воткнуться. Так, в принципе, вроде нормально. А так вот, ребята, хороший приямок, точнее, не приямок, а яма. Мощная глубина здесь, хорошая. Течения нету, кидать далеко не нужно. Ну и, соответственно, можно заниматься донками, не только закидушками, но и донками. И такой приличный обрыв, можно ходить не поэтому, а прям вот воды нету, и можно прям вот ходить прям классно. Ну и палатку, получается, все вещи наверх надо будет затаривать. Как-то так.
идем дальше. Вторая ходка. Блин, лишний километр. Ну а что делать? Ладно, отходим от бухты. Ух ты! Пошла, родная! Блин, а что-то как-то не клеится, ребята. Вообще не клеится. Я что-то так подумал, вроде как, ну обрыв, да и обрыв. Тут обрыв ебенячий, бля. Тут сюда вещи хрен затащишь, бля. Кое-как сам поднялся. Нет таких мест, где можно было спокойно слазить. Блин, а? Дела какие. И поле здесь. Дрова получается аналогично. Тоже вести надо на моторе. И тоже в гору поднимать. Блин, это хреново, вообще хреново. Так-то бы. Что делать-то, блин, а? Что делать? Думаю, башка шапку куплю. Ну куда тут нахрен? Нашли подъем, ребята, там вот в самом конце. Блин, думал, палаточку поставим. Доночки туда, доночки туда. А сейчас вообще какая-то ни 2, ни 1,5. Ну на камеру непонятно, ребят. Ну туда хрен зачепучишься, блин. А бегать с донками ноги пообломаешь точно здесь. Короче, как-то так, не знаю. Будем что? Ну, вдвоем, в принципе, мы в одну корзину работаем. Как бы. Донки общие, как бы, ну, рыба в один садочек. Это-то понятно. Просто, блин. Что-то как-то не складывается пока. Ну да ладно. Какую-то веревку, Серега, надо тут. А? Какую-то веревку надо тут уже. Захода 4, наверное, не считая то, что 2 раза на лодке. Вот заехали, бля, а? Ё-моё, бля. Приехали, блядь. Куда привез-то, Серега? Я? Ну, бля. Может, ты привез-то? Фу, ребятки, ну чё, как-то так оно происходит у нас. Охренеть. Вот эта забросочка. 3 этапа, короче, забубенили вещи. Но ничего не остается, как вот здесь, ребят.
Здесь более-менее. Тут, видать, рыбачат по весне. Вот, костерок здесь. И здесь такая натоптанная. Тут лагерь поставим. Потому что бутылки эти смущают, конечно. Ну что, и чисто из-за этого я не стал туда вставать. Потому что, ну, уже обозначено как минимум. Так что трогать, залазить туда не будем. Тут разбросаемся как-нибудь. Ходить придется, конечно. Вот. Ну что, сейчас, наверное, палатку быстро поставим. С дровами тоже тут не важно. Что-нибудь надо будет добывать. В кустах сейчас посмотрели, походили. Ну такие, знаете, дрова. Вот. Что-нибудь наковыряем, короче. Все, уже жрать охота. Да, ну не знаю, посмотрим, как по рыбалке у нас получится. Все это мелочи, конечно.
Фух, вроде как будто бы мы немножко угомонились. Ну как угомонились, еще не угомонились. Расставляемся, располагаемся. Поставили палатку. Потом покажу, что как у нас все выглядит. Прям на пустыре здесь, короче. Зато обзор какой. Да. Короче, и так, ребята. И так пробовали, так. Вот эта бутылка смутила, зараза. Хрен знает, что там. Продольник, перемет. Прям в том месте, где я стоял. Да, местные люди сказали, это может просто зацеп кто-то отметил. Ну да, может какой-то зацеп коряга. Но я когда стоял, никаких зацепов там не было. Донки кидал. Ну и прям туда. А хрен знает, приедут люди потом вопросы задавать. Скажут, видишь же бутылка, ты что, слепой? Короче, ребятки, мы перекусить и дрова, и донки. Снасти надо. Ну там снасти с фонариками, нам главное обозначиться быстро. У нас время уже 3 часа. С 5:30 мы на движухе. Офигеть. Вот. Все у нас зарядники. Дров еще наковырять хотя бы на ночь. А завтра может с Серегой сушняка притащим с берега где-нибудь. Сегодня так на полисадник там пильнем. Парламент, говорит. Парламент, да? У нас как в парламенте здесь. Парламент это вам не регламент. Да, это не регламент. Надо, ребятки, сейчас по-быстрому колбаску там что-нибудь зажуем. Быстренько. Живые. А, Живые, говорю, рымахи-то. а что им будет-то? Они Ты же тогда кому-то это и с концами тоже. Ой, у меня знаешь, сколько уже? Это уже там 6 штук, это уже с комплект, короче. А так-то что, они стабильно, ну, бактерии убиваются там, все нормально, так что что им будет? Что, бухня, я думаю, хватит. Знаю, если пацаны кто-нибудь сейчас придут, кто-нибудь. Пацаны, когда придут, туда и достанем. Тогда и достанем, да? А пока нас двое. Короче, сейчас тут мы движуху наведем, все будет у нас ништяк. Опа. Домашнего лаги, да, пока? Так, полотенышко, все вроде четко. Ну чё, друг мой, бля, мы такой путь проделали с тобой. Охренеть. Охренеть. Главное, чтобы налимы такие же были, как дорога, длинные. Не, толстые. Давай, пускай длинные будут. Нормально. Пойдет. Давайте, ребятки, здоровья. Надо взбодриться. Да. Ел, конечно. А я думаю, что за хрень? Пробило где-то. Угу. Пробитие, бля. Думаю, где-то что-то этот. В майонезе где-то что-то подтекает. Подтекает тут, но чем интересно пробил. Ну, с такой дорогой тут неудивительно. Угу.
Так, ребят, ну что, начинаем. Как говорится, к этой поездке подготовились основательно. Взяли Дондрабену. 1000 штук, ребята. 4000 рублей. Серега груза. Серега вяжется. Донки у него не готовы, старые. В общем, я говорю, ладно, занимайся. Потом помогу тебе выставиться. Дондрабена. Сейчас посмотрю, какая Дондрабена. Черви уже ушли. Они как-то в парнике-то можно копать. Вот. А на огородах уже все. Как думаете, Дондрабену будет хавать, ребята? Будет. Четыре косаря. Ё-моё. Можно было рыбы купить. Какой хочешь. Вот так вот. Ну, поехали надолго. Чтобы не заморачиваться, короче. Вот. И получается, ребят, это 40 пачек. Если кто-то будет собираться куда-то надолго, берите вот так в россыпь. Потому что у нас скидка 600 рублей была из-за пачек вот этих коробок. Представляете? Охренеть нафиг. Ну вот. Ахмадит мне тут пляжик. Но там бутылочка эта невзрачная. Стоит или не стоит? Стоит, да. Местные ходили что-то там. Ну, тут промыслом занимаются. Так что здесь свои законы, как говорится. Здесь я знаю, что вот Юрец рассказывал, что вот участки куплены бывают на этой реке. Ну, понятно, что я не могу там заниматься промыслом, но любительской рыбалкой я могу. Но опять же, если я буду стоять на донке и они приедут, как вы знаете, я им тупо буду мешать. Короче, оставлю Сереге здесь этот пятак, пускай занимается. Все-таки уже не молодой, но еще горячий. А я туда на дальний кордон пойду. Будем брать весь обрыв. Короче, будем брать, ребята. Так, ну что, погнали. Вот моя осина. С нее я начну. Не знаю, конечно, как по корягам, ребята. Так, течение у нас сюда. Но свал вроде здесь великолепный. В прошлый раз я сюда хотел встать, но потом поперся все-таки на пляж. Но, в принципе, не прогадал. Вот. Ну, а теперь у нас будет вот такой свал. Не знаю, зацепы, не зацепы. Скорее всего, они здесь есть. Вон, видите, какие коряги, мне кажется, присутствуют. Так, Дондрабена погнала. Классный червь, конечно, дорогой, но классный. Плотный, вонючий. То, что нужно. Такой, знаете, мясистый. Вот. Новое место, ни хрена непонятно. Что-то как будет, не будет, зацепы, не зацепы. Можно перервать все. И все. Поехали. Первое. Что-то я не понял, ребята. Сколько глубина-то, не понял. Не понял я, сколько глубина. 4 метра, что ли, 5. Раз.
О, все. Блин, охренеть, метров 6, ребятки. Ё-моё. Метров 6. Блин, ну если тут живет какой-нибудь слон, то он только здесь и живет. Он здесь и живет, ребята. 100%. Охренеть, метров 6. Ё-моё, вот это туда. Тут по-любому вся рыба живет. 6 метров. Маленючий случай. Темнеет, блин. Ни хрена не успели. Замотались заездом. Жесть. Вот эта глубиночка. Вот это она пойдет. Вот это пойдет, конечно. Блин, тут вообще походу 7 или 8. Сотка падает, ребята. Секунда метр. А здесь ужас. Ё-моё. Вот это да. Это серьезная глубинка. Да ну нахрен. Все глубже и глубже. Это серьезная, конечно, заявочка. Правда, поздней осенью, возможно, это не сработает. Просто стоят вот так. Вы представляете, ребятки? Да, я в шоке, конечно. Осенью сейчас воды не так уж много. Такой приямок. Блин, тут, наверное, ребята, мамаши стоят, щука. Тут, наверное, джиг процветает. А вот Леха говорил, что вот когда весной половодье, вот Налимов рыбачат тоже, говорит, с этого берега, только сверху. Это, представляете, ребят, сколько еще? Я не знаю, метров 20, наверное. И туда еще русло. Жестко здесь, конечно, обрыв. Ладно, что, я закидушки побросал, ребят, сейчас донками продолжу туда. Кстати, что-то клювало уже. Мелочь какая-то дергает. Вон там что-то гремит аж. Ну, значит, есть какая-то рыба. Если есть рыба, значит и будет крупная рыба. Отвечаю, Вася. Какое-то грузило, ребята. На веревке. Сетка какая-то. Короче, понятно, здесь ребята занимаются. Вон какое грузило. На лагерь отнесу. Может пригодится. Куда она пригодится? Никуда, наверное, не пригодится. Здесь такой подъем. И сейчас вот, ребята, вот вода позволяет ходить. Видите, такой, как сказать, пляжочек открылся. Здорово. Удобно вон ходить. Не надо переползать его. Опа. Еще трофей, ребята. Еще трофей. Вот такой воблер. Причем не такой уж старый. Это, видать, ходили по большой воде, я так понимаю, вдоль берега. Так. Погнали доночки. Уже, ребят, потемнело.
такая обраточка. Блин, ну тут на миногу, наверное, надо. Но мы не успели. Завтра накопаем. Ножник есть у нас. Отлично. Так, вот это всякую чепуху сразу надо удалять, чтобы ночью потом не мешало. Я даже не знаю, какую дистанцию, ребята. Видите, там свал сразу здесь рядом. Мощный, сочный свал. Вот здесь прям сразу. Опа. Далеко, конечно, от лагеря. Поклевок слышно вообще не будет. Многие спрашивают, зачем тогда вешаешь колокольчики. А когда рядом хожу, ребята, слышно бывает, какая-то звенит. Уже как бы есть понимание. Вот. Так что не просто так все это дело. Раньше с пацанами палочки вешали. Да мы раньше-то много-то и не ставили. Каждый себе поставит по 3-4 штучки и рыбачим. Потом начали колокольчики из патронов с гильз делать. Режешь гильзу, проволочку, на рябинку туда, на рябинке картечины или гаечки просто. Короче, заморачивались. Так что, ребят, снасть-то это у меня уже с детства. Падает. Упала. Ёп, макарек. Вот это глубиночка, блин. Коротенькая. Будем пробовать по-разному. Так, друзья, ну что, все, в принципе, готово. Ну как готово? Детей надо, наверное, уже, скорее всего, проверять. В общем, 6 закидушек и 4 донки. У меня есть, конечно, еще донки. Есть еще место. Там, кстати, тоже приехали, походу, по налиму. Там пляж тоже. Тоже фонарик светится там. Вот. Есть там еще место, но смысл бросать, как бы, непонятно, будет вообще здесь толк, не будет. Вот. Мелочь какая-то звенит, значит, ходить нужно работать. Расстояние у меня, конечно, капец какое здоровое. Ну, пойду Сереге помогать. Что он там, связал, не связал, сделал, не сделал. Вот здесь тоже надо ремонт мне, какие-то поводки поменять. В палатке это в течение рыбалки делается 3 секунды. Вот. Короче, подзакивает что-то. И донка уже звенела тоже. Цинь. В прошлый раз я в это время, ребят, уже налима поймал. Крупного самого. 3,255. Так что вот такие дела. Тут, ну, прикольно, ребята. Здесь песок. Смотрите, такой мелкий камень местами. Я думаю, налим-то тоже должен. Ну, блин, глубина меня смущает. Капитальная просто вообще глубина. Вот малек подошел. Но это ему на пляжах надо давить. А так я не знаю. Ну, посмотрим, что, где наша не пропадала. Что. Иду в обратку перезабрасываю. В принципе, нормал. Вон даже местами все живое. Уже если бахнет, только надо найти дистанцию. Найти надо, ребята, дистанцию. Сейчас, Серег, включу я лампу Аладдина. А то ты тут мучаешься без света. Так что будет, Серег. Будет ярко, как гром, да? Вот так вот. Нормально? Заебись. Вообще огонь.
О, Серега плетет, поводочки делает. О, поводочки. Поводочки. Да, уже прохладненько, да, Серег? Ага. Уже надо подтапливать печурку. Ну, хотя, в принципе, терпимо. Нормально. Все равно сейчас пока лазить будем. Ближе уже к делу, так скажем. Подтопить надо. Прохладненько уже. Палатки, да еще ничего. На улице-то уже. На улице тоже прохладненько. Дрова, конечно, у нас такие себе. Нормально. На ночь пойдет. В печи-то жару-то даст. Че ты уж. Это не костер. Да. Это печь. Я вам было как-то в саду гнилушками даже печку всякими топил. Какие-то жару-то хватает. О, батареечки все зарядились. Шикарно. 99%. 1% только сожрала. 3 батареечки у меня заряжены. Отлично. Короче, пока Серега тут тоже вяжет, надо тоже мне тут пару донок подделать, так скажем. Так, здесь у меня просто... здесь у меня просто надо крючок завязать. А то мало ли там может в том краю будет звенеть, так я продолжу. Без проблем. Печурку затопили, ребятки. Все дела. Сейчас все шикарно будет. А это у тебя сколько литров печка? 35. Да, печурка вообще огонь. Там, блин, знаешь, сколько нюансов вообще, я жесть. Я думал просто, да, там как бы стены, этот. А это у тебя была на пилетах? А почему была, она мне есть? Ну, я говорю, то, что она так как? Что она как? Ну, нормальная печка или... Ну, она есть минусы, есть плюсы в каждом. В каждых вещах. В этой печке большой минус — это очень тяжелая она. Она очень тяжелая. Второй минус, естественно, это... Вот эта печка тоже нелегкая у тебя. Ну, это да. Она нелегкая, но я ее брал как бы для этой палатки, потому что объем здесь, сам понимаешь, и как бы... Понятно, если сейчас осенью она не нужна мне, в принципе. Можно и другой топиться, но зимой зато вообще комфортно. Вот. Так что вот. И Он тогда в этом, на водовороте, натопил, блядь, в палатке. че? Че, блядь, до трусов разделся, что дышать нечем, блядь, жарище, блядь, вообще. Ну, там надо регулировать, просто, видать, ну, видишь, я уснул, наверное, скорее всего, вот и все. Ну, сегодня ты будешь кочегарить, кстати, первая смена твоя, Да, Виталич. хрен с ним.
Так что сегодня ты в кочегар записался. О, будем кочегарить. А что В кочегарить? принципе, я что, закочегарил, спальник лег, до минус 20 мне по барабану надо. Ой, начинается со своими спальниками, блядь. А что у тебя? Ты что какой взял хоть? Опять летний? У меня лененький, маленький, конечно. А? Маленький, да. Летний? Ну, летний, да. Он до скольки хоть? Ну, там минус 5 написано, но нету столько от меня. Как в твоем тоже столько нету. Это экстрим у тебя. Поверь, то, что они пишут, это все бред. Ну, бред, не бред, ну, по крайней мере, вот когда в тот раз. Хоть бы раз стал, по печку подкинул, блядь, да, ни разу не замерз нахрен. Да ты как это, как улег в берлогу свою, так тебе все и не блядь, видать. Андрюх, я тебе говорю, в нем реально тепло. Тогда вообще дрова не будем пилить, будем спать, короче. В спальниках. Да не, базара ноль, что, нормально. Ладно, короче, что, давай, ты что, связался? Или еще? Да, Вяжемся. у меня тут вон старые крючки. Ну-ка. Ну, конечно, это надо менять все, Серега, ёпта. Да, понятно, что надо менять. Они ржавые, все, и поломаются сейчас 3 секунды. Ломается. Подшипники, да? Ну, Пойдет. а что, на работе было этих старых подшипников, ну, этих ужатых, которые уже не, как говорится, выбрасывали. Я их что, хоп, нахуй, на грузах идет. Да, пойдет, да. Так, ребят, ну что, перевязали доночки. Так, взял, мало ли, продолжу. Посмотрим сейчас. Перезаброшусь. Посмотрим на обстановку. Палатки хорошо. Морозик небольшой уже давит. Ну какой свал, ребят, смотрите, сколько малька. 18:32. 18:32 у нас. Рыбалка начинается. Ох ты. Ох ты, ох ты, ох ты, белоглазка, ребят. Коцаная, смотрите. Кто-то покоцал. Белоглазка на таких глубинах клюет. Белоглазочка. И вот у нее коцки есть. Не знаю. Так, я взял кам. Потом в садок рыбу будем отпускать. Кам новый. Кам новый. Белоглазка, белоглазка. А зачем нам белоглазка? Нам нужен-то налимяха. Ее, в принципе, можно на нарезку будет порезать. Так, ладно. Первая рыба в яме. Первая рыба в яме. Блин, бровка такая жесткая, вообще жесть. Так, тут что у нас, все нормал? Ну, поднабить, поднабавить не грех, как говорится. На налимчика-то. Поехали. Опа. Здесь. Далеко не кидаю, потому что я не знаю, дальше смысла, наверное, я не вижу кидать, такая ямища стоит страшная. Так, ну что, закидушки. Одна белоглазка, ребята. 4 доночки.
4 доночки у меня. Не знаю, будем продолжать, не будем. Ну, в принципе, рановато еще. Может, здесь в яме-то он попозже выйдет. Должен, зараза, должен. Опа. Кто-то есть. Ребята, видать, первый. Походу, первый. Ага, сюда иди. Первый засранец. Небольшой жареный. Многие пишут, жареный, говорит, мелкую рыбу называешь. Ребята, вы не ели налима? Самый сладкий такой. Ну вот видите, донышко. Так. Кан, конечно, такой стрёмный. Не расправленный еще. Вон сколько малька. Офигеть. Так, ну что, значит, продолжаем. Значит, будем ставить. Я так понимаю. Небольшой. Поднабавимся. Как говорится, вкусняшки. Поднабавимся. Сегодня на реке людно. Пятница, выходные. Ребята рыбалят. Так, ну что, с первым мелким налимчиком у нас. Странно. А там почему нет? Вторая доночка, ребята. И тоже кто-то есть. Тоже кто-то есть. Красавчик. Такой же. И на ту тоже есть, ребята. Вот они тут, короче. Там все херня. Нашел, короче, прием, где они стоят. Мелкие, конечно. Вот они тут, короче, стоят. Вон там тоже, ребят, качает. Блин. Значит, туда мы закинем тоже. Все, этот заглотил капитально. Вот что вот, глотают, ребята, они не по-детски, конечно. Вообще жесть. Надо будет взять щипчики. Я сейчас их взял, не забыл. Жесть. Вообще там, короче. Вот. Интересно, видите? Как-то там глухо, а здесь на донке есть. Я так понимаю, 3 подряд. 4-я, не знаю, сработало, не сработало. Бляха-муха. Ну ты, братан, даешь. Засрал, засосал. Так, ребят, 3-я, там 4-я. Есть. Ну, походу, стандарт, ребят. Детский сад пока. Так с глубины прикольно тащить. Идет, мутит. Вон грязно, ребята. Они прилипшие стоят. Все пузо грязно. Смотрите, не знаю, видно. Видите? Кровище сразу пошло. Так. Это о чем-то говорит.
Тут что-то есть интересное. Так, 4. Не, ну на 4 нету. А то это слишком уже многовато будет. Губу раскатал, да? Так, ну вот здесь что-то какая-то интересное место, ребятки. Вот здесь пучки нормально. Все четко. Все хорошо. Ну, когда на дробана, ребята, выглядит. А? Аппетитненько, да? Не то, что вот эти белые. Огонь. Так, ну что, продолжаем. Ставим. О, как раз ветки, кусты. То, что мне надо нарезать. Люблю, когда, ребят, новые поводочки. Вот, смотрите. А? Ровненькие. По красоте. О, красота. Вот. Ништяк. Раз. 2. 3. 4. 5. Так, ребята, ну что? 3 подряд получается. В каком-то месте. Может, что-то там интересное. Ну а так пока у нас закидушки. Белоглазка и 3 налимчика на донке. 3-1 в пользу донок. Нормально. Посмотрим, что дальше будет. Ходить, конечно, просто труба. Замучишься так. У тебя, конечно, тут ветки, блин, смотри. Вот, блядь, на, убрать. Пиздюк, да? Пиздюк. Ага. У Сереги тут тоже пиздюк. А у тебя что? А у меня 3. 3? Ага. И белоглазка. Сопа? Белоглазка. Ну, я вижу сопачку. Ну, не знаю, сопа, не сопа. Так, рыбейку в садок. Нажарево поймали. С Серегой. Нажарево поймали. Кровище, конечно. Страшное дело. Ага. Не знаю, выживут, не выживут. Что-то они уже, он себя плохо чувствует. Вот этот вроде еще более-менее. Серегин тоже не жилец, походу. Будут жить, отпустим. Хотя навряд ли, наверное. Вон, видишь, белоглазка. Ага. Я кто-то, кстати, хапал. Сопа белоглазка. Сопа это в Астрахани. Почему? А у нас... Это и есть, она же сопа, она же белоглазка. Вот так вот. Аквариум запустили, ребята. Смотри, 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 белоглазка как гасится. Ну как, четко. Пока не наполним, не уедем. Что, ты все донки поставил? Да, еще ДО. Так вот на нее сейчас вот это. Понимал. Пацаны в гости приезжали, ничего-то не стал снимать. Не знаю, пацаны. Леха и сын с другом. Пацаны, в общем, привет вам огромный. Будете смотреть. Вот. Приехали, привезли Леха, короче, привез дров. Леха красавчик вообще, мужик.
что там туда-сюда, хорошие дрова напилил. Блин, я говорю, так мы с пилой вроде как нормально все. В общем, они на ту сторону. Сейчас, говорит, посмотрим, что за бутылка, говорит, там стоит. Скорее всего, просто отметили как зацеп. Вот мне он объясняет. Возможно, просто ее кинули, как и все. А так мог бы, говорит, рыбачить и все. Ну да ладно, что у нас впереди куча времени. Постоим еще, успеем. Вот. Так что как-то так. Посидели, чайку попили, пацаны чай попили. Молодежь, я имею в виду. Что даже не спросил, сколько лет-то. Ну и, короче, что. Перезаброска. Пойдем, пройдем, посмотрим. Блин, ну что-то там, что-то интересное, если там 3 налимчика сразу крутанулось. Возможно, что-то там. А тут прям эти стоят, молчат. Ну да, не то пальто. Не та рыбалка, как в тот раз, конечно. Но опять же, возможно, даже и на пляжах сейчас такого нет. Потому что здесь надо попадать, как минимум. Так, в палаточке, что класс. Потом покажу, ребята, расскажу. А то постоянно пишите, что, Андрюха, как, где, что. Завтра, наверное, скорее всего, уже когда будет светло, покажу, расскажу. Потому что тут, в принципе, в основном все новое. И как бы вот уже я попользовался, и как бы есть какие-то понимания, отзывы. Вот, в плане вот именно вот этого всего. Именно все это барахло, вот этот большой стол, большая печка бралась именно к этой палатке большой. Вот, потому что вдвоем здесь куча места. Вообще куча. Оп. Есть поклевка, блядь. Есть зацепик. Как же без него? Как же без него? Что интересно зацепил? Грузило или что? Не похоже. Ну там все. Крючок. Крючок походу оторвал. Поводочек оторвал. Да, поводок. Блин, вот и первый зацеп. На этой хрени. Ладно, поводочек потом привяжу и перетащу ее или вверх, или вниз. Вот свежая, ребята. Свежие доночки, 3 штуки, которые я добавлял. Вот тут есть поклевка. Ну, небольшой тоже налимчик. Вот. Это Килограмм на 8, не больше. на 8, да? Вот. Клюет поклевочка, ребятки. Что будем брать? Сидит уже давно, наверное. Даже неплохой вроде. А? Даже как будто неплохой. Я тебе что говорю. Побольше, чем те были. А, это стерлядка. Стерлядка забагрилась. Тихо, тихо, тихо. Что, забагрилась, что ли? Но курносая, блин, а? Так же нельзя делать. Ты что, малышка? Кто там писал осетр? Это стерлядь, ребята. Давай, беги, подруга. Подруга, здоровый. Ух, машина. Я-то думал, блин, налимчик хороший. Я тебе говорю, дергается, да нифига никак налим. Ну, потрясывает, а тут видно, что такие... Так, еще раз проходик. Очередной. Ну что, вообще, черви все живые, не считая одного обрыва. Ну, это, в принципе, нормально, я думал, будет хуже. И вот стерлядочка прям за попу катится.
скатывается и крючки острые, багранулось. Такие дела. Все, походу, блин. Выход был, малыши повыходили. Мне кажется, что на пляж рыбка туда прет. Леха там встал с сыном. Может, что поймают. Приехали в гости так же чисто. Молодцы, конечно. Ну, ладно, что. 9 час. Рыбачим. Горячее что-нибудь сделаю, покушаем. Ну что сделаем? Есть у нас все. Автоклав. Во, тема. Так, ребятки, что у нас там по времени? Ой-ой-ой. Время у нас 9:30. И у нас горячее сегодня. Горячее сегодня у нас будет мясо с овощами. Недавно в автоклаве готовили. Будем кушать. Крышку на нет. Потому что крышки постоянно новые использую. Не экономим на этим делом. Опа. Сковородочку сейчас 2 баночки брал, не знаю, сейчас, наверное, одной баночки нам Серегой хватит перекусить. Что-то уже кемарить даже захотелось. Устали с дороги, конечно. Да, не так сколько с дороги, сколько пока поднимали все это сюда. Ну да, возни много, конечно, нюансов. Возни много. Сейчас чаечек поставим. Опа. И на печеночку. Юшку откроем на максималочку. Серега за водой погнал, да. Вон котелок, Серега, термос. Набирай. Вот такие дела. Сейчас похрумкаем маленько. Чайка заварим, термос. Где ты, Серега, гулял там? Ё-моё, охренеть. Весь в этих колючках. Да. Так, термос что у нас? Термос снизу у тебя где-то там валяется. Что ты задевался, Ой, да что не знаю. друг мой? Что-то как-то зазевалось. Задевался, да? Ну давай. Ну давай. Будем Как- здравы. Как там говорится, чтобы у нас все было, ничего за нам это не было, да? Ну да. Типа того. Давайте, друзья, будем, как говорится. Да. Мы с вами. Вы с нами. От хлеба балдею. И когда он свежий, понял. Когда заезжаешь, там даже едешь уже,
И проходишь, и слышишь запах этот свежего хлеба. Аромат. Я помню, мама раньше тоже в печке делала. Блин. С маслом, знаешь, вот этот горячий. С чаем, помню, как навернешь. Горбушку еще вот эту. Песня. Мусорка вон там. Мусорка под ногами. Ты что, листья хаваешь? 10 вечера. Топаю на проверку. Напились чаю, блин. Перекусили горячего. Хорошо. Снежочек валит небольшой. Такой проскальзывает. На реке сегодня людно. Там ребята, парни уехали сейчас на моторе. Видать, на избу поехали. Замерзли. Или что? Оп, задел нечаянно. Короче, такие дела, ребята. Хрен знает. Хрен знает. Молчит. Крайний раз проверялся, так все на месте. Там вот что-то вот на донках в конце у меня есть какое-то присутствие ребейки. А все остальное как будто так. На закидушках тихо. Одна белоглазка попалась. И все. Честно, так-то вообще устал уже, ребята. Спать охота нафиг. Сегодня намаялись. Капитально. Блин, поводок же не сделал. Что, думаю, забыл. Забыл поводок поставить. Сюда же. Ладно, придется вернуться. Точнее, проверю, да. Сделаю и вернусь. Поводочек, поводок. Ничего не дергает он. Не подтягивает. Все же яма осенью. Она яма. Что-то непонятно. Подтащила как будто в ту сторону. Как будто подснесло даже. Или так кажется. Кажется. Когда кажется, говорит, креститься надо. Тут как будто жмякал. Но кто-то жмякал. Все же. Поднабавим сейчас. Что? Поднабавимся. Вкусняшек поднакинем. Мяска-то что у нас хватает. Дело прошлое. Ну что, завтра, если что, постоим на пляжу. Что там кабанам-то? Что там кабанам? Тишина, ребятки. Последняя донка. Все. Не ходит. Не ходит, не ходит. Не ходит, не ходит. Я что-то думаю, что-то как будто какая-то непонятная тема. Сопротивление как будто какое-то небольшое. Угу. Совсем малыш уже. Ой-ой-ой. Живец прям настоящий. Как ты, брат, угораздило за тебя
Еще съелся, как на самый настоящий. А, на дробену все забрал. Давай. Малышок. Вот они там ползают, ребята. На дне-то. Хе-хе-хе. Классно так они уходят. Ой, мне нравится. Да. Не то пальто. Так, ребятки, ну что, время у нас уже 12 часов, первый час. Виталич немножко посапывает уже. Вот палатка, что, конечно, Ташкент, хорошо. На раскладушке, так тем более. Будем завершать, ребята, сегодняшний день, скорее всего, потому что очень сильно устали. Получается, что у нас 3 подряд. Так интересно было, я думал, ну все, что-то где-то нашли мы, получается. У Сереги здесь один попался, маленький, стрелядочка за попу. И сейчас вот маленький налимчик, в общем, ну как-то так. У ребят с той стороны, у Лехи 1 800 грамм, что ли, там. Вот это дает он капитально. Так что вот, я еще, конечно, не ложусь, я еще поваляюсь, я еще схожу, пройдусь, поменяюсь, заряжу, наверное. Ну, а завтра будет день, будет пища. Завтра будем копать миногу, завтра будем, может, покатаемся, может, я просто прокачусь для себя, сделал разведку вниз. Топливо у нас вроде как есть, хотя заброски мы потратились немножко. Ну ладно. Ну, в общем, что-то с этого. А так не знаю, что. Ребята сидят, молодежь. Леха вроде на избу поехал. А Леха красавчик. Свой пацан, короче. Короче, ребят, все. Такие дела. Многие ребята буксуют. 3 часа вышел на проверку. Ух ты. Это такая белоглазка, что ли? Офигеть. Ребята, видали такую белоглазку? Охренеть. Жесть вообще. Вот это да. Да что ты такая буйная-то. Это белоглазка, ребята. Блин, офигеть. Сейчас я ее зафотою. Белоглазенькая такая красотка. Хвостик подожми. Короче, ребят, вот они тут еще ходят, кушают. Три часа ночи. А я, короче, ребят, нифига не могу успокоиться. Фишка, в принципе, в другом. У меня же там поводок был оторванный. Я решил его, короче, поменять, вспомнил. Вот они что делают. Жмякают. На такой глубине белоглазка, офигеть. Не налим. Да. Ну ладно, что. Как-то так. Пускай доедают уже кусочки вот эти все вкусненькие. Пускай доедают. Опа.
глазка, блин. Охренеть. Охренеть они. На живца зато пойдут. На продольник. Опять ночью, короче, подлещик вышел. И жрет он все. Еще тут оставить на лему. Миногу надо. Иначе так не пойдет. Иначе вообще дело беда. Дело-то беда, ребят, так пойдет. Подлещик, если все жрает. А вот тут, ребят, хорошая поклевка какая-то. Тут прям что-то лупит. Точнее, лупило. Но будем надеяться, что сидит. Угу. Есть. Есть рыбейка. Походу налим. Опять же не крупный. Ну как не крупный? Нормально, ребята. О, килограмм. Килограммовый и опять весь грязный. Смотрите, весь черный. Зараза. Смотрите, до кишков уже хапнул и выплевывает, а выплюнуть не может. О, кишки аж выплюнул. Дуралей. Дядька меня учил доставать крючки, втыкая в палец, то бишь под ноготь, одевая крючок и доставая его на пальцы. У меня фонарик еще садится, зараза. Все, в принципе, показал. То бишь, вот так, ребят, я его продеваю в палец, вот так, и его достаю. Угу. Вот и налимчик. Все-таки вышли опять. Фонарик подсаживаться. Ну не зря поперся. Фонарик, ребята, уже на исходе. Последняя донка и вроде рыбка какая-то есть. Походу налимчик. Или подлещик. Еще кого-то снимем. Ну, видите, ребят, ночью рыбка вышла, получается. Ну, что-то непонятно. Вообще ничего нету. А клювала. Клювала, ребята. А, ну это понятно. Это у нас опять белоглазка, да? Блин, какие они здесь мощные, здоровые. Они, короче, вышли ночью и обжирают, короче. Донки обжирают, ребята. То бишь, не червя ночью. Если вечер стояла тишина, то сейчас в ночь уже беспонтово. Надо по-любому миногу. Здесь, допустим, поводок отличный. А здесь вот она клювала. Он что делает? Такие дела. Серегина надо проверить. Серега спит. Походу какая-то рыба.
На Серегины продольники, блин. Ё-моё. Ну, Сереги тут налимчик. Тоже грязнобай. Сидит. Ну все, возле грузила. Все возле грузила грязная, блин. Ох, фига заел. Мокрая пошла. Надо насаживать. Сереги тут продольники целые. Ё-моё, блин. Пополнение небольшое. Ну вот что-то на самый крупный пока за сегодня. Выживут, отпустим. Блин, вот это белоглазка. Класс. Вот это красота, да. Завтрак туриста. Завтрак туристов. Вот такой должен быть завтрак на рыбалке. Картошка, мясо, все дела. Погодка, ребята, дрянь, блин. Моросит дождь, такая морось. Ну ничего вроде. Палатки зато кайф, ребята. Вот это уже когда палаточка стоит, уже вообще кайф. Что-то завтракали, тут у Сереги вроде как что-то звякает какая-то. Вчерашний, точнее сегодняшний. Я в 3 часа перезаряжал все. Полностью новых червей, так что может какая-то рыбейка еще, ребята, будет. Ну, сейчас посмотрим. Тут какая-то рыбейка, ребята, есть. Какая-то рыбейка.
Ну вот эти поводки, мне кажется, это вообще ты лишнее сделал. Все равно все угрузило, блин. Подлещик, блин. Подлещик, блин. А думал налим, блин. Это подлещик. Это не белоглазка. Ага. Видишь, все равно вот вся рыба, то, что было, она у тебя угрузила. Утро начинается с подлещика. Пойдем посмотрим, что у нас там. Закидушки я сейчас сразу смотаю. Я даже червей не взял. Ну что, будем все-таки в ночь в большей степени. Экспедиция это по налиму, ребята. Подлещик это сапа, вот это, как Леха говорит, Серега называет, белоглазка. Да много разновидностей, да, вот густера, подлещик, сапа, синец, вот белоглазка. Ну, в принципе, вот одной модели рыбка-то. Я что-то, кстати, палочку не поставил. Замерить воду. Стоит, не стоит, падает или прибывает. Ну, прибывать, наверное, скорее всего, откуда. Дождь моросит, это ни о чем. Мотор какой-то идет. В общем, погнали, посмотрим, ребят. Может, что у нас там тоже сидит. Ну, вчера вот вечером они ночью вышли, вот эти подлещики. Переживал, что зацепы будут. Вот всего лишь вчера одну только оборвал. Вчера или сегодня. Непонятно уже. Какая-то пена, блин. Грязища такая стоит тут. Все, удильники готовлю. К переезду. Будем на пляж переезжать. Донки оставлю. О, утро зажужжали. Что-то ребята около берега у меня здесь подснесло. Наверное, рыбка какая-то, скорее всего. Ага. Вот та же белоглазка. Блин, какие они здоровые-то. Красавицы такие. Офигеть. Та же белоглазка. Все та же белоглазка. Вот вчера они, блин, вдруг откуда ни возьмись, хопа, вылезли. Вот так вот. Мужики проходили, тоже здоровались. Промыслом занимаются, рыба, говорит, не ходит. Как у вас, говорит, на ямах. Ну, короче, что-то тормознулось. Возможно. Я думаю, сегодня тормоза отключат. Что-то натянуло ее. На зацепе, что ли? Да нет. Вроде нормально все. Вроде все путем. Просто грязки немножко поднабило. Вон даже червя не поели. О! Рыба. Рыба. А?
Ух ты, пьявка. Смотри, какой черный, охренеть. Смотри, какой черный, альбинос какой-то. Видали, ребята? Офигеть, красавец какой. Вот это да. Надо его зафотать по-любому. Офигеть, красавчик. Смотри, какой красавец. Я в шоке. И пузо тоже вон черное, ну и грязное. Стоят. Стоят. Не шевелятся. Вот это красавец. Зачем? Зачем на вытянутой? Ага. Фоткайся. Правильно, наоборот, приближают, они вытягивают. Сергей Витальевич, не шаришь ты ни хрена. Что-то есть? Доночки выручают. Кормилица. Что-то идет. Причем, ну такое. Неплохое вроде. Ага, тут щука и ясь. Щука и ясь. Хрена себе. Дела, блин. А ты-то чё, дурында, на чё хапнула-то, блин? Ты-то чё, дурында, на чё хапнула? Ага, что-то там есть, да. Кого-то ты сожрала. Ерша, блин. Придется операцию небольшую сделать. Открой личико, мадемуазель. Открой. Не надо мне коцать леску. Ершана бахнула. Офигеть. Вот так вот, ребята. Попался ерш, а тут щучка бахнула. Ну тут говорю, тут рыбка-то вся должна ходить. И ясь еще залетел ненароком. Хрен достанешь еще, блин. Ё-моё. Колючий он, зараза. Надо зевник. Он колючий, она зубастая. Да. Все защищаются как могут. Ну, найди налимом на кормежку. Он еще живой. Бедолага. Еще что-то дрыгается. Тоже вроде кто-то есть, что ли, небольшой. Или кажется. Окунь. Разнорыбица. Нормальный окунь. Я бы сказал, даже едовой. Короче, рыбейка всякая, ребят. Опа. Ну, блин. Зараза, не жилец, походу. Так. Идем дальше. Сейчас бы на всех поснимать рыбку. И было бы шикарно. Но губу, говорит, подзакатай. Губу, говорит, подзакатай. Ну, сейчас днем надо на миногу ставить, Серега. Так, сейчас что? Крючки пустые. Только червей
Мелочь, конечно, может бахнуть, какая-нибудь щука бахнет. Ну, что она-то откусит. Это что, щука, что ли? Серега. Это разве щука, блин? Последняя доночка на сегодня. И достал дед невод. Вчера вот, кстати, на нее налим попался ночью. Пустые крючки, все объедено. Ну, надо миногу, ребятки. А то уже будет стоять, так стоять. Просто закину. Вот так вот. И все. Поедем копать. По сусекам, потихоньку, говорит, помаленьку. Ага. Собираем ребейку чуть по чуть. А там стопор стоит. Щукарка на ерша, блин. Да. Ну да, Серега. Ай, тихо. Баскетбола у тебя, я смотрю, капитального. Да. В такую дырку не попал, блин. Знаешь, прикол. Что там, дед, покажи, что поймал, говорит, он водки. Да вот, говорит, смотри. Сазан достает, и он падает, бац. Показал, да? Угу. Вот так. Так, братва, что, поехали мы? За наживочкой. Ага. Видишь, там, видишь, потом как там ходить, Серега, видишь? Сплошняк, блин. Ну да. Пацаны на избе. Мы думали, уехали. А мы немножко сейчас будем ковырять. Ну, типа, вот что-то типа. Говорю, что вот этот, а не бомбанул. Можно было попробовать. Что-то ухуело, смотрите, бля, я вот 2 штук нахуй уже выходил. Смотри, смотри. Куда? Смотрю. Ну что, где? А? А, скидывай. Да блин. Да ты вот так, хопа, то бишь, она же загнутая вила. Ты как бы вперед и резко назад. Что берете, да? А? Берем. Да. Возьмем тоже. Будем пробовать все. Ой, Есть, ребята. О, Ну, торчит. Давай. Пошла, Вадя. Я говорю, кольчика хорошая. О. Будущий налим. Ты резко вперед, как бы, понял, и назад, и отстегивай ее. Не спеши, Серега, то успеем потихоньку.
Пацаны там тоже что-то дербанят. Плоховатенько, конечно, да. Нелегкая эта работа, блядь. А как ты? Как-то так, да. Серега. Летом-то я раздеваюсь, не попроще. Разделся. Ну, летом она, наверное, и более активная. Ну, в смысле, по-бырому съебывается. Да, да. Вот такая работа, ребятки. В плане наживки. Энергозатратная. Но наживка, ребята, супер. Весь хищник обожает эту наживку. Во многих регионах, ребята, ее нету, я знаю. А так у нас, в принципе, достаточно. И вот такое приспособление, так в простонародье называется миножник. Вот такая. В общем, это просто вилы, ребята, изогнуты. И вот ими ковыряешь, цепляешь. Когда вода теплая, я обычно раздеваюсь и руками это все делаю. Но сейчас уже в воду не полезешь. Сейчас уже холодно. И вот тема работает. Так, на избах где-то, на берегах, кто занимается, у многих есть такие приспособления. Вот, а в данный момент мы взяли у Лехи, попросили. Короче, немножко ковырнули, ребята. Серега пошел за водкой, сейчас подъедет, чтобы не таскаться. А я сейчас доковыряюсь тут и попрем на базу. Донки уже можно, значит, зарядить сейчас. И будем готовиться к вечерней рыбалке. Надо еще рыбу пожарить на обед. Ну все, ребят, что, с парнями попрощался. На избе были, помогли нам немножко даже ковырнуть миножик. Все, я еду заряжать, точнее иду хотя бы по одной. У меня там по 2 поводка. Ну, по одной на нижней забубеню. Потому что будем переезжать, будем рыбачить. Вот. Надо еще дрова завести туда. Такие дела. Ну и так. Все. Серега там готовит закидушки. Термос. Там чай поставил на термос заварить на рыбалку. Ну, короче, все по плану. Сегодня попробуем с другой стороны постоять. Ветерок поднялся опять. Ветер, ветер, ветерочек разбушевался. Вот на нижней, ребятки, я сейчас замастырю. На нижней замастырю. На нижней замастырим-ка. Замастырим. Обязательно губу, чтоб не зарылась. Раз. И под спиночку сюда. Опа. Главное, чтобы крючки острые были. Вот так вот. Тело у него плотное. Все. А так в воде, ребят, вот такое чудо происходит.
Видите, как работает. Великолепно просто. Все, давай, пучина, лови вкуснятину. Какая-то зараза там, блин. Вот, надо же, вот донками, ребята, так и надо нянчиться. Вот, видите, малейшая веточка замотала. Замотала, блин, борода. То листа откуда-то поволокло, прибило волной. Ребята, видали? Блин, вонзил капитально. Ах, зараза. Ах. Хорошо попал. Ё-моё, придется идти на лагерь операцию делать. Окорезами надо будет доставать. Ах. Пальцами не достану. Хорошо вонзил, блядь. Ах. Надо же было как-то в край вонзил. Ветер, поводки летают, блин. Такие дела. Кузьмич! Знаете, да, ребята, эту тему? Блин, хрен знает, если крючки-то не маленькие, если жало даст, вытащить. Если нет, придется пробивать в другую сторону и вытаскивать. То бишь два отверстия надо будет делать. Ветерок даванул, и как-то крючок, опа, подлетело. Бывает что. Давай, я поработаю. Давай, иди. А? Пробуй. Иди пробуй. Аптечка-то есть. Если нет, то будем пробивать вторую дырку. Нажало наружу увести. Ну я тебе про... Так, там смотри, я куда его забубенил-то. Не знаю, я сейчас забубенил, я ножом разрезал. Бля. До хрена дел, слушай. Так я тебе говорю, я себе когда это захуярил, блядь. Я, блядь, ножом сам себе палец разрезал, нахуй. Бля. Вытащил? Не, Или сломал? не сломал. Нет? Надо как-то доставать, короче. Бля, А как доставать, хрен знает. чё как? Вот выводить наружу, нахуй, и тогда, если, блядь. Или ножом разрезать, нахуй. Не надо. Глубоко зашел? Да глубоко, да, слушай. Нормально зашел. Как-то так. Операция Операция. Что мне этот? Там работать? Может, самогоном. пакет, я же специально над пакетом. Не знаю, Лех. Серега. Да, Лех, не знаю, вот. Серега, не знаю, что как. Надо пробивать, получается, да? Угу. Где он у меня там? Слушай, ну он там не под кожей, он там в мясе. Так я ей говорю. Так надо, блядь. Надо в край туда, в палец, блядь. Ё-моё. Че, пробуй? Давай. Не знаю. Так, наверное, так-то точно, наверное, не пойдет. Не, так не вытащишь, я тебе говорю. Сам, по крайней мере, если... Соскальзывает еще. Давай пробуй пробивать в другую сторону. Что, все пальцы грязные, мы.
Да уж. Что ты хочешь, дергать? Ага. Нет, иди, не надо дергать. Дергать не надо, Леха. Леха, что тебе все Лехой называю? Леха, приелся мне, Леха. А, блядь. Сука. Блядь. Слушай, неприятная канитель-то. Непонятно, блядь, неприятная она. Вот эти донками, да, это опасная тема, конечно. Че, я не знаю, как там надо резко делать, что, как это все делается. Видишь, ладно бы где-то под кожей было, он, блядь, туда впился. Нормально, видишь, в мясо. Ага. Но в любом случае как-то надо изымать. Да понятно, что как-то надо изымать. Только как... Я таки понял, что так и сделаешь. Зараза. Потому что по-другому все. Сука! Сергей Витальевич, падла ты, блядь, редиска. Я нахуй. знаю. Я знаю, что я... Падла ты, редиска, блядь. Чуть не обоссался, блядь. Дай мне этот. Ах, ни хрена он там хорошо зашел. Да а как ты думаешь, блядь, это маленькое жало? А мне, представляешь, блядь, жало вошло от блесны. Да не маленькая, от блеснет это вообще труба, нахуй. Так мне, а я бы вот так бы его взял палец, нахуй, вот так шки разрезал, нахуй, ножом, блядь. Потому что, блядь, по-другому не достать, а я, блядь, что, я один, я в лодке, нахуй, хули. Что делать-то, блядь, у меня, блядь, воблер, блядь, в пальце, нахуй. Сергей Витальевич, падла ты, блядь. Ну, давай за успешную операцию. Наливай, блядь, от столбняка, нахуй. Ну да, такой себе. Че, самогонщику? Нормальный такой налимчик, да, попался-то? Да, блядь. Матерый, блядь. Бля, еще материться, нахуй, прямо как живой, блядь. Как живой, блядь, я живой. Так, ладно, сейчас медицину достанем. Ребята. Ладно, блядь, рыбу, блядь, из гортани заснешь, крючок, думаешь, если бы она, блядь, сведена была, блядь, орала, нахуй. Вот, ребята, в тайге должно быть вот такая штука у вас обязательно. Здесь даже у нас укольчики есть. Ну, это на случай, если я отрублю палец. Конечно, Серега мне сразу бахнет, чтобы я сознание тут не терял в палатке. Так. Че, Андрей Викторович, сама будешь? Не, самогон сам пить не буду я. О, хорошо, падла. Вот и мультитул тоже выручил. Тоже он вещь вчера, кстати, ребята, мультитулом мы что починили? Раскладушку? Раскладушку, потому что здесь все отвертки, ребята, вот видите. То бишь нож, бокорезы, всякие пилки, не пилки. Вещь тоже классная. Что-то где-то ковырнуть. Вот. Как бы не реклама, просто. Это мне, кстати, подарили. Женя Стафовара мне подарил, когда я был на заводе у него в гостях. Это он мне его подарил. И вот у меня он сумки на всякие. То бишь эта сумка блогерская. Там как раз вот именно такие ништяки, которые, ну, нежелательно бы, чтобы они были. Так, Сергей Витальевич. Нежелательно, чтобы они были, но чтобы они были в нужный момент. Да. Короче, я от столбняка, чтоб не забалдеть. Давай. Давай, вторая донка, блин, пошла и держал, блин. Да вон, видишь, ветер поднялся. Давайте, ребята, за пробитие. Чтобы оно было меньше. Чтобы их ушел. Чтобы вообще их не было, да, согласен. Этих травм. Травм, да. Ну что, друзья, операция прошла успешно. Все хорошо. Что хорошо кончается, как говорится. Отделались
маленьким испугом. Ну, палец будет долго заживать, базара ноль. Потому что вонзил-то в мякоть. Ветерочек, аккуратно. Так. Ну что, ставим. Хотя бы на нижние поводочки. Вот так вот. Поехали. Оп. Есть. Оп. Отлично. Ну все, сейчас я быстренько заряжаю. Вот эта волна, куда потащила. Вот это прибойчик, ребята, жарит. Донки аж смываются. Охренеть. Где леска? Леску замыла уже нафиг. Ё-моё. Да. Это, конечно, плохо, ребята. Вон куда леска уже вся. Жесть. В такую погоду, конечно, стоять плохо. Вон, леску всю утарабанила. Все накрутила уже. Соответственно, все нормально. Что ли, сюда куда-то на песок, что ли, ее вымотать быстренько, пока есть возможность, пока не утащила. Все, ехаем. Опа. Все, нормально вроде. Поставил, ребята. Жесть. Вот эта волна. Так, волнишка, блин. Так, ну что, друзья, в принципе все. Что-то, ну, опять мы что-то нифига не успеваем. Буду тестировать плиточку новую. Серега опять мне подгончик сделал. Вот такая, ребят, смотрите, малыха. Прикольно, кстати, да, вот так складывается, можно кружку поставить. А вот так, получается, можно большую кастрюльку. Такие ножки. Вот. И все, и погнали. Вот так она у нас выглядит. Ну, да, такой у него режим-то отличный. Режим-то дерзкий. Ну, вообще детский. Круто.
Там 3 пакетика, да, серый? Вчера ложили. Да. Ну и отлично. Опа. Опа. Пока Серега вяжет снасти, закину дрова, ребята. Вон там есть кое-что. Заберу, отвезу, чтобы нам на ночь посидеть там 3 часика. Ну хватит, наверное, на ночь. Парней еще тут горит даже костерок. Так, ну что, друзья, выходим в море. Грузим тачку. Берем все с собой. Взял перекус там, сырок, колбаску. Опять без горячего, ё-моё, остались.
А нафиг, ночью похаваем. Опа. Перекусик. Столик маленький. Не зря брал. Стулья. Дрова взял, светильник взял, фонарик взял, бубенчики взял. Снасти. Черви у нас еще есть в банке. Это Сереге надо взять на дробуху. На дробуху. И такие дела. Ребят, налимятник какой прет. Серьезный. Капитальный налимятник. Все, вооружился. Все четко. Вот это налимятник идет. Капитальный. Давай грузи, Серега. Я уже все отвез. Дрова отвез, все готово у нас уже. Так, друзья, ну все, мы на точке. Дрова завезли, это завезли. Серегу привезли. Все. Серега здесь. Я ставлю там, где я в тот раз пробовал. Попробую там. У Сереги 5 штук он связал. Тоже. А, вот они, водки. У меня 6. Как обычно, крокодил. Наутилус. Новые палочки. Кайфую от них. Сейчас пока на червя. Ну а дальше потом. Ну а дальше. Будет дальше. Есть много. Есть пару там пяток лягушек. Это в ночь уже, наверное, поставим. Дровишек нам, думаю, хватит. Ну, короче, как-то так. Все, поехали, работаем, ребят. Время истекает. Распутал? Да. Так, друзья, ну что, махом потемнело. Хорошо, что ребята вот эти промысловики уехали и спокойно можно сегодня рыбачить. Первый уже проход, все звенит, мелочь не дает. Короче,
начинаем рыбалку. О, крючки нафиг пустые, блин, все. Офигеть. Крючочки пустые. Так. Ну, посмотрим, что сегодня пески покажут. Вчера обрывы особо не порадовали. Вчера обрывы особо не порадовали. Так что будем надеяться, что сегодня здесь выхватим кого-нибудь. Вот так вот. Ну вот, ребятки, все. Расположились. Столик поставили. Костерочек у нас, лампа. Аладдина. Короче, нормально. Термос полный заправили. Посидим, короче. Посмотрим, что покажешь. Пока мелочь долбит, не дает. Хрен знает, что получится. Загадывать, короче, как обычно, не стоит. 17:40. Начинаем. Рыбеечка. Первая. Первая рыбейка, ребята. Кто это у нас? Это у нас налимчик. Дюжа маленький, конечно. Засранец. Опа. Дюжа маленький налимчик. Первый есть Песков. Опа. О, дай. Засранец. Давай за дедом. Скажи, тут пацаны приехали серьезные. За дедом. Дед такой, иди-ка ты отсюда, внучок, блядь. Ага. Первая поклевка. Точнее, первая рыба. Поклевки-то есть. Звенит что-то, но. Опа. Опа. Тихо, в лесу. Только не спит барсук. Хоть черви на месте, хоть мелочь отошла. Фу, пробежали, перезабросились. Сереги у меня. Ветер, ребята, и дождь моросит. Зараза. Опять это морось. Будь она неладна. Мелкий попался. Разведчик. Дай бог, ребята, не последний. Как-то так. Плохо видно. Это вот тот раз, когда вот ездили, там все по-другому было. Сразу видно было. Уже заехали, уже было какое-то понимание, что так, что-то плоховатенько. Плюс промысловики тоже говорят, типа, плохо. Ну, хотя они говорят одно, у них совсем другое. Ну ладно. Поживем, увидим, что, костерок топим. Мало-помалу дровишки есть. Так что будем жить.
Погода, ребята, испортилась капитально вообще. Поклевочка тут вроде какая-то теребонькает. Возле костра с Серегой сидим, слышно было. Вроде она как будто. Вроде дергала что-то, да? Ну, что зашевелило? Походу мелочь какая-то, что ли, или что? Ух, погодка-то, а? Зараза. Слушай, нормально вроде. Что-то дергало. Тут возле костра, ну, нормально, раза 3-4-то я точно слышал. Ух, разлетелись мы, моя летели. Халигали. Пиджаки, сандали. Погода дрянь. Самая настоящая. На Лиме погода, бля. Был бы еще на Лим. Там, короче. Где? Там долбит. Зараза. Надо реально с этого светоотражающий, Серег, стать, понял? Ага. Чтобы хотя бы понятно было. Да. Вот этот звук точно он. Где ты? Да, надо, вот, пацаны тоже пишите. Мужички, пацаны. Чтобы не искать. Хотя бы понятие, где мигает. Блин, ну в такую погоду, конечно, все это залипает. Ненадолго это, конечно, хватает все это дело. Нет, это не этот звук. О, Серега завалил одного. Блять. Стандарт, да, Сереж? Заглотил по По самой неболой. По самой неболой. Угу. Небольшие налимчики, ребятки. Да. Ничего пока интересного. Леску поднатягиваешь, Иди. находишь крючок, одеваешь туда палец чулком вот так. И вот так выковыриваешь его. Понял? Попробуй давай. Леску поднатягивай, находи крючок. Вот. Это у меня дядька учил. У меня он весь палец уже коцанный от этих зубов, от мелких. Находишь, выковыриваешь. Да, бля, я не нахожу. Не находишь, да? Да. А тебе найти надо? Сейчас достану.
Ух ты, какая подтяжка, ребят, смотрите. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Тягает. Дать налимчик. Поклевочка. Дать налимчик, ребята. Погода, конечно, дрянь. А что делать? Ну, слушайте, даже походу неплохой. Ну, вот такой красавчик. Такой красавчик, ребята. Тоже грязнобай. Стоят они там, блин. В общем, я решил, ребятки, на миногу ставить, потому что дождь херачит. Вот у нас 2 попалось, мы и штуки 3, наверное, 4 отпустили с Серегой. Ах ты, блин. Ставлю на миногу. Уже поувереннее будет. Да и промокли уже. Скорее всего, пойдем уже. Скорее всего, пойдем, ребята, мы уже на табор. Опа. Бубенку подрываем. И под хвостик. Раз. Все. Дождь херачит не прекращается, блин. Затянуло капитально, блин, все. Вот опять же эта бровочка. Ну там Сереги тоже подзвинкивают мелкие. Мелкие, ребята. Камеру стараюсь не доставать, потому что дождь, блин. Отпустили мы там штук 5. Ну вот такие. Вот такие, ребята. Ну жаренки что, нормально налим. Так-то по идее. Блин, лишь бы в кане сейчас не сожрал миногу. Ё-моё. Они могут. Как-то в садке всякая рыбейка была. Налимчики. Подвязки, сороги. Домой собираться. Кан высыпаю. Налим полный, пузо. Сожрал там что-то сорогу, окуня. В садке, в общем, нормально охотится. Пойдет ему. Такие дела, ребята. Фу, ребятки, добрались до дому. Заплутали, короче, с Серегой. Что-то, короче, туда-сюда по темноте. Да, на реке знаков-то нету. Бас, короче, Серега говорит, куда идем? Уже обратно в другую сторону зашли. Ночью темно, сегодня пасмурно, дождь. Все промокли, короче, сырые. Бегом в палатку. Благо вот тут у нас хоть сухо все, нормально.
Печку растопили, сразу дрова у нас здесь были. Как бы все сразу сушится. Полностью промокли нафиг насквозь. У меня бушлат весь целый нафиг. Да, весь целый. Сохнуть. А за ночь потихоньку высохнет. Все там, короче, что на миногу все поставили. И, короче, свалили. Сколько там, Серег? Одного-двух отпустили, да, и там 3 привезли, да? Троих, да. Ты двоих там поймал. Я двоих там, да, троих, да. В общем, так вот. Что надо, ребят, поужинать что-нибудь? Сейчас быстренько сварганю я макарохи. Водичку уже поставил. Сейчас и макарохи с тушенкой там или что-нибудь там. Серега какой-то гуляш у него там есть. Привез в банке. Сейчас макароны с гуляшом, короче, ребятки, бахнем. Ну, зажарочку с лучком. И огонь будет. Горячего похаваем. Ну и надо сходить еще донки на обрыве тряхануть. Вот так вот. Короче, на износ, ребята. Не отдыхаем, так а в целом все что-то баз. Ну что, ночная рыбалка получается. Ночью, грубо говоря, всю рыбачишь. И надо бы и пораньше встать, потому что день-то короткий, чтобы все успеть, там что-то, какие-то дела. Вот. Соответственно, и вот опять как бы рыбалка. То бишь, особо сна не было, и так что-то посидеть, там что-то там, палатки побалдеть, там что-нибудь вкусненько приготовить, просто времени нету. Так что вот как-то так. Все, что гонимся. Ну, не за рыбой, конечно, понятное дело. Надо тоже этот процесс контролировать там. Ну, сейчас бы просто сидеть, у нас там хоть и дрова были, но дождь там, тем более ветер. Там, ну, такое себе удовольствие, конечно. В общем, нормально посидели. Ну, не ходит, не знаю, не гуляет. Мелкий налимчик есть, а вот крупного особо нету. Так что сейчас ужинаем и сходим туда, доночки тряханем. А пока сохнем, отдыхаем. Немножко подзамерзли тоже так-то. Распаковка. Серега баранок привез. Тут, слышишь, можно нормально баранить. Сколько тут, я не знаю, килограмма. Килограмм, да? Офигеть. Да, тут можно чаи гонять, конечно, с сушками, ватрушками, ребята. Давайте подтягивайтесь, вот на всех хватит. О. Еды, короче, вообще валом. А ничего не готовим, не едим. Благо, хоть вот эти автоклав поели. О, опять дождь пошел. О, гуляш. Гуляш, да? О, гуляш. Свиной. С макарошками. Ну, с лучком, блин, самое то. Да, сейчас я замучу четко. Слушай, банки самое то, да? Рубать. Вообще и не жалко, и она и рубит. Ну, блядь, что не жалко-то, там сталь-то. Да нет, я и ножом своим открываю, просто, ну, заточку, если поддержать охота. Я если точу как это. Угу. Нам одной банки хватит? Или добавим что-нибудь? Посмотрим, что как. Гуляш с макаронами или макароны с гуляшом? Да. Сам понимаешь. Так. Я смотрел в этом. Лук ты показывал, как разделывать. Более там тебе лестно написали. А пишут что, Сереж? Пишут что? Пускай пишут. Бумага терпит, да? Бумага терпит, да, Серега. Да, горячего охота, прям вот реально у меня покушать.
Да, я говорю, быстро, дешево, сердито, вон. Вермишель бросил. Да ладно, сейчас приготовим. Что нам? Гуляш, лук и все моментом. Это да. Сейчас мы нормально зажарочку сделаем, красиво все. Сейчас по красоте все сделаем. Сковородочку. Все нормально. Поджарим все это дело. Лучок, морковочка. Я морковку не будем добавлять. Так, плиточку потестируем. О, она и стоит, смотри, как удобно, видишь? Она как типа как чашечка такая. Да. А так, смотри, лупит нормально, можно там прям казанок даже разогреть. А ты что, ё-моё, 8 миллиметров. легко. Водичка подкипела, ребята. Опа. Горячая зараза. Вот так вот. Ну, вот такая тема. Угу. Тема темная. Тема темная. Опять дождь пошел. Это уже осень. Осень, да. Макароны по-флотски. Есть, шеф! Да. Целый котелок. Горячая. Ну это не... Ты же говоришь, гуляш какой-то, да? Ну, Тушенка так тушенка, что? нет, тут... Ну, не знаю. Как тушенка, я не знаю.
Андрюха, ты как аджику уважаешь? Аджику уважаю. Так. О. В общем, ребят, что будем ужинать? Всем приятного. Серега там что-то опять скрывает. Аджику. Танюха делала. Да? Угу. Ну, это хорошо. Свое это всегда хорошо. Вот, все. Пыкнула. Песня, ребятки, песня. За бортом не погода. А у нас здесь... Важнее всего погода в доме. Да, а у нас здесь такой шикарный ужин, ребятки. Так что всем приятного. Ну, увидимся на донышках сейчас. Сходим потом с Серегой. Прогуляемся попозже. 11 часов. Вот, добрались, короче, до сковородки. Сегодня на лимов хотели, там 2 уже неважные. Хотели жарить. Нифига, придется завтра в срочном порядке заниматься. Уже ничего не поделать, надо готовить. В общем, все, ребят, мы обедаем, ужинаем, завтракаем, непонятно. Ну а вам, кто сейчас тоже кушает что-то там или чаечек, приятного аппетита. Нормалды? Разгорелись дрова, запылали без дыма. За окном уже ночь, воет ветер в трубе, кто куда в эту ночь. Ну а я за налимом к этой странной треске, что прошлась по судьбе, кто куда в эту ночь. Ну а я за налимом к этой странной треске, что прошлась по судьбе. Я, конечно, сюда прихожу не за рыбой, прихожу я к реке, чтоб увидеть друзей за дождем и костром, за туманом и дымом, за журчанием воды и молчанием степей, за дождем и костром, за туманом и дымом, за журчанием воды и молчанием степей. Тихо плещет волна, пролетают снежинки, светлячок подмигнул и погас, не спеша убегает вода. И у берега льдинки, и на лим не клюет, но ликует душа, убегает вода. И у берега льдинки, и на лим не клюет, но ликует душа. И, конечно, сюда я вернусь, где б я не был, отдохнуть в темноте от забот и огней. Я вернусь за костром, за дождями и снегом, за журчанием воды и покоем полей. Я вернусь за костром, за дождями и снегом, за журчанием воды и покоем полей. Ой, ребятки, ну нарубались от души, прям от живота. Прям почти котелок, короче, умяли. Офигеть. Ну что, понятное дело. Целый день на движухе и не кушали ничего горячего.
В общем, ребята, так закумарило, так раскумарило, что просто охота развалиться, залечь в спальники и, короче, спать. Не знаю, в общем, на улице дождь, если не будет лень, так как уже разделся и обувь сушу, уже все. Дождя не будет, то пойду, схожу, проверюсь. Если нет, то уже до завтра. Потому что надо восстанавливаться, что-то мы что-то через нас. И пальцы уже пробиты все крючками. Все порезано, блин. Короче, будем отдыхать, если что, ребята. Так что давайте, все, связь. Виталич. Виталич, Угу. спокойной ночи. Спокойной ночи, Викторович. Спокойной ночи, приятных снов. Ага. Угу. Сны вы как раз хорошие, вы не помешали. Что-нибудь такое, знаешь. У меня на рыбалке частенько рыбалка снится, донки звенят, блядь. Это труба, ты засыпаешь, и как будто ты опять же там же. Просыпаешься, и ты как будто никуда не улетал. Ты все здесь. Опять на этой атмосфере, потому что постоянно думаешь, ну, как бы засыпаешь с этими мыслями и просыпаешься с ними. Короче, ты постоянно в рыбалке. Капитально. Можно, говорит, смотреть на три вещи. Как горит огонь, как текет река, и как Андрей Викторович нарезает колбасочку. Одним движением руки, говорит, вчерашний ужин превращается в завтрак, да? На рыбалке как-то так. Вон, Духа, тебе такой при бомбах. Потом если палец на крючок ты воткнешь, чтобы долго ты не Да? мучился. Да, он? Чик-чик. Да у меня штиль есть, я его завел, да че. Штилем-то видишь, как может не один палец отмотать сразу. Если плохо, то подселишься. Все, прикольно?
Ну, это такая, да, в машину где такие, на снегоходе едешь, там ветку спилить. Когда мешает, там по путику, знаешь, такая она. Да, зубачненькая. Угу. Чекончик. Угу. Повесить. Пошел в лес грибы пилить. Напилил грибов, пришел домой. Нет, за грибами надо косу брать. И косить, да? Да. Ребятки, доброе утро. Так, ну что, у нас третий день нашего похода. Налимья история. Осень 2024. Конец октября. Проснулись, в общем, друзья. Вчера замотались, что-то поужинали, короче. И я не вывез сходить вот эти донки береговые, обрывистые проверить. Ну и дождь херачил, что-то мы так устали. Поели, знаете, и все. Тепло. Целый котелок почти убили. Ну вот немножко осталось как раз на завтрак. От этой получается 700 грамм макарон, короче, вчера лупанули. Вот. Ночью, в принципе, спокойно. Тепло. Ну, всю ночь, вот вчерашний вечер, как дождь начался, он не прекращался. Вот сейчас только какое-то более-менее такое вот затишье, но скорее всего опять будет дождь. По прогнозу посмотрел, сегодня будет целый день дождь. Периодически вот такой кратковременный, то бишь он заряжает, прогал, заряжает, прогал. Такой вот этот беспонтовый. Завтра вроде как погода без дождя, а потом снега, ребята. То бишь мы сегодня еще живем, еще рыбачим, а завтра, скорее всего, будем валить когти, будем дергать, короче. Макарошки с колбаской. Сергей Витальевич, доброе утро. Доброе утро, страна. Ну вот, поставили чай. Сейчас заварим опять термос. Заправим и так на целый день горяченький чаек выпиваем. Потом термос выпиваем, опять заправляем. Ну, так намного проще, нежели постоянно его греть, кипятить. Вот. Ну, сейчас позавтракаем, что, потихоньку раскачаемся и что, поедем посмотрим. Все на миногах стояло. Со вчерашнего дня стоят береговые, и со вчерашнего вечера, буквально уже в ночь, мы поставили на миногу на пляжу. Вот, может быть, что-то даже будет интересное, будет, есть на что посмотреть, мне кажется. У нас еще есть миножки чуть-чуть на перезакидку. Ну, наверное, мы еще съездим сегодня, штук 10 копанем. Там еще лягушки есть. Еще лягушки есть, да, так что нормально. Ну, в общем, как-то так. И сегодня надо жарить рыбу, по-любому. Там 3 претендента, которых нужно готовить. На обед сегодня будет жареная рыба. Это кровь из носу. Сегодня у нас, знаете, ребят, такой, я Сереге предлагаю, говорю, давай сегодня вот этот режим, туда носимся, туда. Сегодня так как-то, ну, надо немножко и отдохнуть, в общем. Мы сегодня, как бы, знаете, в общем, палаточный режим, будем просто периодически проверяться. Часов нету, зато цепочка. Ну, короче, погнали, ребят. Давайте. Ну, рассвело, значит, уже утро. Ну, как-то так, да. Так что все, еще денечек. Такой самый любимый моей рыбалки. Тем более в палатке. Вообще кайф, конечно. Вот такая непогода за бортом, а здесь у нас сухо, тепло. И кормят еще даже до кучи. Да, даже в сланцах ходит и в шортах. Ну, да. Так что такие дела, ребятки. Все, поехали. Третий день. Понеслась. Ага. Ты что, говорит, макароны с хлебом ешь? Это же, говорит, мучное, да? А ты что, говорит, вино вином запиваешь? Виноград с вином, говорит. Понял. В лесу, мне кажется, чем все это жирнее, чем майонезнее. Потому что, ну, не всегда же ты можешь там поесть. Вот, допустим, мы с тобой заезжали, считаем, вот, вчера только, грубо говоря, горячего вот поели такого что-то. А так все заезда чисто на таких перекусах. А потому что некогда, блин, нифига. День короткий, видишь, офигеть. Если зимой на жаре состоишь, в палатке ночуешь, тут-то еще и ночью рыбачить нужно, видишь, для кучи. Вот такие дела. Приезжают. Да, переколотить.
чтобы не крутилась. Она не такая, что ты сразу обожжешься, но если когда ты будешь наливать, держать, то она горячая. Отличный рыночек, Саня. Давайте я сфотаю с ним. Александр, мои поздравления. Раскрывай рюкзачок. Ну что, отзавтракали, ребята. На реке такой полный штиль стоит. Блин, вчера такая, конечно, погода была. Я донки там выставлял на миногу. Труба что творилась. Даже крючок в палец вонзил, блин. Ну, слава богу, достали. Ну, болит палец, ребят, страшное дело. Как раз еще большой палец, прижимной, насадочный. Да вообще, что угодно, что делаешь. Все пальцем этим тыркаешь. Ну, погнали посмотрим, что матушка Вычегда нам предоставит на миножку. Что нам выделила? Что. Все наше, как говорится. Сегодня прям такой туманчик, блин. Но всю ночь дождь шел. Вот Сереги еще на червя стояли. Надо тоже будет оснастить их на червя. Вот. Вчера я не проверил, конечно, но нужно было. Но погода, ребята, коррективы, и просто промокли все. Сил не было уже. Просто поел, и уже я вижу, что все, силы у меня покидают. Ну, понятное дело, что за эти сутки сна особо никакого. Плюс погода, ветрище такое. Я вчера стоял, вот прибой шел так, что, ребята, вот прям вот до сюда волна упиралась. Сапоги прям мылило. Ладно. Посмотрим. Я думаю, должно что-то быть. По крайней мере. Ну, чудонки вроде все на месте. Ничего штормом не потащило, не поломало, не вымыло. Первая доночка. И сразу рыба. Походу, да? Первая рыбка, ребята, сразу на миножку. Походу, небольшой налим. Лумбака. Вот миножка. Вот налим. На миногу. На миножку. Ты еще и живая? С ума сошел, что ли, живая? Погоди, клюнет на нее, еще нет. Ничего не клюнет, Серега. Дуру не гони, блин. Все должно быть живое. Наживка должна быть живая. Всегда свежая. Даже черви. Я тебе сколько раз говорю. Надо добавлять, обновлять. Они в холодной воде белеют. Понимаешь? Соответственно, уже запах не дают тот, который должен быть. Хотя черви вообще особо запах не дают. Ну вот, допустим, до дробена он дает. У него свой такой запах. Вот, вчера клюнул, выходил. Вот. Сейчас забросим заново. Пускай ловят снасти наши. Оп. Бля, штиль такой. Классно. Аж приятно, блин. Все, идем дальше. Так, вторая доночка. Вторая доночка. Здесь никого. Пусто. И миножка живая.
И немножко живая. Давай мне на вторую поставлю. Или что, не будем ставить? Что не ставить? Немножко живая, никто ее не съел. Какие прутки-то, а? О, Беленькая пойдет. а? Беленькая, говорю. Ага. Так, ладно. Вторая пустая. Опа. Блин, палец болит, конечно, у меня. Так, третья. Третья тоже пустая. Опа. Еще какой-то зацеп там. Намрывом. Минушка на месте. Никто ее не ел. Минушка на месте. Ладно, полетели домой. Опа. Так, четвертая донка. Смотрим. Черная зонка, черная дыра, блин. Ага, пустая. А вот на пятой кто-то есть. Так, ну здесь били миножку. Здесь били. Насаживаемся. Миног немного, так что по одному поводку ставим. Ага. Обязательно губу надрываем, чтобы не закапывалось. Или можно за губу вот так. В принципе, губа. Ноги там как-то через жабры. Там дырочки есть у них. Можно ставить. Я под хвостик, по привычке. Как научили, как дед научил, так и ставлю. Как батя, как дед. Опа. Отлично. Так, друзья, пятая донка. Всего здесь у нас, ну, у меня 7. Здесь какая-то рыбка. Я еще сдалека, когда шел, видел, что качнулась. Так что смотрим. А никого вроде и нету. А как будто качалась. Как будто бы качалась. Как будто бы качалась. Ага, крючок разогнутый. Наверное, нет, не должно быть. Ушла, что ли, рыба? Шестая донка, ребята. Шестая доночка. И тоже пустая. Ну, как-то не густо. Вообще, я бы сказал. Вон, немножко на месте, живая, живых. Живая всех живых. А нифига. Никто ее не хапанул. Опа. Вот так вот. Ну и сразу недалеко седьмая. На червя даже получше было. Но на червя ходить надо. Но здесь у нас есть на седьмой. Есть налимчик небольшой.
Может и не налимчик. Сейчас увидим. Пиявка идет. Вон какая минога. Какой налимчик. Опа, ну повезло тебе, друг. Давай, сумасшедший какой-то. Ух, черныш. Местный. Под кочку станет, хрен ты его увидишь, блин. Повезло. Не заглотил, так ладно уж. Пускай растет. Перекрутил тут все за ночь. Перекрутил все тут за ночь. Так. Это надо выдирай, Серег. Дай. Сам все сделаю. То сейчас тебе палец тоже пробью. Да. Давай. Так, ребят, ну вот, обрыв. Яма. 7 донок. 2 налимчика. Налимчики даже, это не налим. Ну как не налим? Налим. Ну, небольшие. Небольшие. Одного забрали, одного отпустили. Повезло. Ну где-то вот тут сбоку крючки, когда встаются, стараюсь отпускать, конечно. А когда где-то там по жабрам, бесполезно. Вот сейчас у нас в садке уже плавает 4 штуки. Вот, соответственно, в воде бы было то же самое. А так, как минимум, как бы, ну забрали на жареху. Вкусная рыбка, что. Вот. А то постоянно пишут там, мелочь-то не мелочь. Да успокойте, ребята, свое блатное сердце. Вот кто вот это пишет, реально. Так надо, говорит, экстрактор брать. Экстрактор, ребята, это там для леща, для плотвы, когда у него крючок во рту, а здесь крючок в желудке. Он просто всасывает в желудок. Вот такая рыба. И пока ты там его достанешь, пережмешь его всякого разного, а экстрактор не поможет. Знаете почему? Потому что налим сжимает рот сразу. Я вот палец сую, он мне палец сжимает, и у него там такая щетина. Зубов нету, но есть такой напильник небольшой. У меня весь палец уже покоцанный. Соответственно, здесь тоже никак не пойдет. Зевник сувать, это не щука. У налима пасть небольшая, с зевником разорвешь. Налима ловят как? Его сразу глушат, чтобы он не извивался, ничего не перепутал. И ты спокойно достал крючок. Вот и все. А особи, не особи, ну, у нас вот такие особи. Есть у кого-то и побольше особи. Не знаю, ставить большие крючки, отсекать мелочь, тоже такое. Будешь просто сидеть по ночам и вообще ничего не увидишь. Так что в каждом регионе, ребята, свои как-то моменты. Вот. Ну все, едем на ту сторону. Посмотрим, что дал пляж. Все-таки я на пляж-то больше надеюсь. Вчера мы там вечером 5 штучек взяли. Домой 3 штуки привезли. Вот такие дела. Посмотрим, сколько у нас, ребята, миножечек осталось. Вот так в песке ямку выкапываешь. И туда надо воду поменять. Что-то там две штучки-то всего, что ли. Копать надо, да? Ехать.
Лягушка. 2. А, кушок еще вчера попался. Живой бедолага. Все. И лягушка мертвая. Угу. Да. 2 миножки и кушок. Не густо. 2 миножки огурчок? Да. Добрались до пляжа. Добрались, переехали. Одна палка валяется. Она стояла вот так боком. Сейчас упала просто. Офигеть. А одна, может, какая-то рыба заломила-то палку-то, ё-моё. Непонятно, что тут происходит. Может, просто упала. Вся, блин, в этом, в дерьме. Да не, если так-то бы уже утащила бы. Ах, катушки жалко, конечно. Что делать? Ничего не поделать. Есть. Есть. Опять же небольшой что-то. Небольшой налим. Просто от волны может. О, сейчас что-то. А нет, просто бровка что ли какая-то. Такое ощущение, что не налим нифига. А, ну да. Это окунек. Причем хороший горбачок. О, какой красавчик. Чуть не сошел уже. Такой, ребятки. О, смотри. Сейчас бы отвалился уже. О, какой красавчик. А? Хе-хе. Приятненький. Дальше смотрим. Что тут у нас, как дальше? Есть. О, есть. Сергей Витальевич. Это оно, да? Это походу что-то оно. Вот бровочка-то дает, а? По красоте. Хороший, наверное, улыбака. Скорее всего. Хотя хрен знает. Такой 1,5, наверное. Полторашничек такой приятный. Опа. А? Ну, больше килограмма, да. О, нормально. Как говорится, по красоте. По красоте, по красоте. Там, блин,
Пальцы мои бедолаги уже все больные. Все больные, все. Вон желудки, блин. Крючок-то. Вот такой налимчик, ребятки. Как-то так. Не обманывай. Так, что третья у нас? Третья пустая. Вот конкретно та бровка, блин, вот этот поворотик дает почему-то, не знаю. Что там интересное, походу. Кто-то по голове дал. И все. Червей туда да насажу червяка еще. Мало ли. Кого-то заинтересует. Вот такой бутерброд мясной. Да. Много хвостатая. Есть. О, сопротивляется-то как. Даже вроде неплохой. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Оп-оп-оп-оп-оп. Нормальный, хороший. Килушечка-то точно есть. О, на миножку-то пободрее. Красавчики. Опа! Сюда ходи. Черный такой красавчик. Заел опять. Рот. Ну, просто в большей степени сейчас бы я бы его угомонил, но мы в садок рыбу ложим. Чтоб хотя бы как-то ее, чтобы она живая была. Чтоб сохранить. Этот заел вообще капитально. Мать моя женщина. Так, все, последнее у меня. Потом еще у Сереги. Посмотрим, что та бровка-то. Вчера Серега там поймал 2 штучек. Все, пусто. Ну все, Серега, давай теперь ты тоже парочку. Таких же. Вообще будет огонь. Не зря, не зря. Такие уже где-то хорошие уже, такие жаренки-то. Килограмм-то что, нормально. Вот, тут немножко даже живая вроде походу. Ага. Даже минога живая, никто тут не добрался до нее. Ну ладно, сейчас днем может щучка, окунек бахнуть. Вот так вот. Так. Ну что, друзья, давай делаем вставки. Серег, я пальчики жму, скрестил, чтобы ты поднял нормального налимчика, раз приехал в такие края. Да. Давай. Давай, медвежонок, делай вещи. Че? Я так понимаю, пусто, да? Особо не ощущается. Ну, тяг-то сразу, понимаешь. У тебя 80 грамм грузило, это моя грузила-то
Здесь. Что-то водит. Есть, да? Что-то есть. Есть, да. Что-то есть. 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 На тебя пошел. О, А, небольшой. Пуху, засранец. Небольшой засранчик. Вот и миногу, ребята. Не побоялся такую миногу захомячить. Тут Сереги вчера ставили крупную. У него крючки тут большие. Да. Вот так вот палец, ребят, страдает, видите? Вот так вот. Пальцы, конечно, жесть. Здесь пробитый. Грязные ногти. Все такое. Ну, как-то так. Нормально. Лишку подмотай, чтоб натяг был. Угу. Так, вторая у Сереги. Ну тут, конечно, капитально у него. Капитально астраханская снасть, блядь. Удочка, блин. На сазана, блин. Давай, Серега. Аж сигареты валятся. Есть? да, по-моему. Качай не катушкой, вытаскивай и потом крути. Это есть. И неплохое, по-моему. Ого. Видишь, немножко животворящее что делает. Ну, какое-то неплохое. Всё. Стандарт у тебя идет, блин. Грязнобай. Грязнобай. Так, ну что, вторая закидушка, второй налимчик. Тоже пойдет. Ну, блин, мелкий. Мелкий. Так, третья, не знаю. Тут что-то подснесло, смотри, Серег. Это я ее ставил, помню я. Не должно быть так. Ее что-то подснесло, рыбейка, значит. Должна быть, мне кажется. Или так и есть. Нету, да? Ну что-то непонятно, что-то как будто то ли по дну, а ты... По дну, да. Миляк. Далеко кидать надо, но. Нет, это не я ее ставил. Это ты ее ставил, бля, походу, блядь. А, я последнюю ставил, да, ты ее ставил. Ты куда втыкаешь-то, Серега? Ну, под хвост сюда втыкать. Ну, куда попало? Ты ее пробил, она умерла у тебя. Ну, хрен с ним. В смысле, хрен с ним, блядь. Ставить так ставить нормально надо. Может пересадить сейчас ближе к хвосту и... А что толку-то? Она уже мертвая. Ну, кидай. Ты ей в пузо пробил, она умерла, вытекла кровь, все. Наживка не работает. Живая, она уже живая. Сам же понимаешь. От слова живец. Да. Так, ладно. Четвертая. Последняя у Сергея. На импровизированной подставке. Такой. Есть, да? Есть. Папка ставил эту закидушечку-то. Нормально. Качай, чего катушка мотаешь? Ты вот так, оп, жужик вымотал, подмотал. Гуляет вроде.
Ну, Серега, у тебя, короче, этот... У тебя размер вот такой. Стандарт, понял. У тебя, Серега, вот такой стандарт. Ага, ну слушай, 4 закидушки, 3 налимчика, и нормально, вполне пойдет. Это с тем расчетом, что мы не сидели ночь. Как бы результат мог бы удвоиться, но утроиться, но погода внесла свои коррективы. Вчера промокли нафиг. Страшное дело. Пойдет, отлично. Ну вот, песочки-то пободрее, ребят, будут. Там 2. Там у меня 2 таких, более-менее таких. Окунь попался. Вот, и у Сереги тут 3 небольших. Я считаю, неплохо. Неплохо. Опять есть что положить в садочек. Вот, ну, наживку нам надо. Нет у нас осьминоги. Надо наживку. Сейчас отобедаем. Надо рыбку приготовить и поедем. Поедем, ребята. Дров надо приготовить. Такие дела. Конечно, если вот тут у тебя стояло-то. Блядь. Дал. Не бзди, Серега, нормально все. Предупреждай. Вот так вот. Немного хотел, ребят, показать и рассказать, как живем. Ну, понятно, что вот такой творческий беспорядок у нас в палатке. Ну, там вещи, все под рукой, как говорится. А так вот именно по поводу палатки. Палатка «Берег», ребята, ФП-4. Это вот одна из самых больших палаток у меня. Она у меня новая. Не так давно я ее приобретал. Кто на канале знает, что я полностью поменял все комплекты. Вот. У меня было наподобие такой палатки, и я, естественно, взял вот от «Берега», потому что, ну, у них вот все вот эти ништячки, вот эти крючочки, конечно, ну, прям ништяк. Всю ночь шел дождь, ребята, ни одной капли. Материал Оксфорд, шикарно все скатывается. В плане дождя, снега идеально. Вот так как-то она выглядит. Здесь дверь такая на липучках. Ну, естественно, еще есть двери. Я имею в виду на молниях. Утянулись вот так. В принципе, нормально. Окна. Уже не лето, уже все закрыто у нас. Так, это по поводу, что палатки. А так, в палатке, ребятки, у нас 2 раскладушки, стол большой от кемпинга. Вот, раскладушки новые, тоже бериевские, ребята. Вот эту я брал вместе с комплектом. Я брал палатку, раскладушку, печку. Вот. У них уже идут вот такие подставки. Видите, ребят, чашки такие широкие. Не маленькие, а это вот именно новых, от новых раскладушек. Вот есть старая раскладушка. Это я с рук купил у человека. Здесь вот такие чашки, видите, небольшие. Вот. А вот на новых уже вот такие широкие чашки. Для чего? Ну, на песке, да, допустим, там не проваливаться. Но нет, ребята, это в большей степени для эвополов.
в зимнюю палатку, чтобы не дырявить полы. Вот расположение как-то так. Я здесь сплю. У меня в моем распоряжении 3 органайзера, окно, крючочки вот такие, сушиться. Большая сетка сверху тоже. И у Серега также. Вот у него тут место. Вот. Печка брал с комплектом, ребята. Печка вот тоже из новых моделей. Вот, 35 литров. Интересная такая печка. Вот. Здесь есть каминное окно. Вот эту подставку мы удираем. Там есть окошко. Вот. Регулировка тяги. Рукоятка. Все на пружинках. Ничего не греется. Долго думал, что это зольник, ребята. Это даже не подставка под ножик. Потому что ножки тут не влезет. Это типа как духовка. Чтобы что-то готовить. Такие экраны. Печка интересная. Труба спереди. Тяга идет, получается, назад и возвращается. Здесь идет перегородка такая экранная. И все вот такое сеточное, видите, ребята. Интересная, в общем, разработка. Но скажу сразу, есть минус. Потому что из-за вторым вот этим второй поверхностью вот этого, да, печки сильно не улетает зола. Соответственно, вот 2-3 дня у нас уже золы так нормально. Печку нужно чистить. Какой-то мотор идет. Но это с другой стороны не особо летит пепел на палатку. Хотя там у нас стоит искрогаситель такой неплохой. Здесь такие утяжки. В комплекте шел тросик. Если, допустим, сильный ветер, чтобы трубу не поломало, протягиваем трос, натягиваем конкретно трубу, и труба у нас стоит ровно. Прямо. Ребята какие-то на ПВХ-шечке. Ну и вот сверху вот такой, ребята, искрогаситель. Он полностью закрытый, и вот получается стоит сетка. Не знаю, вот топил брикетами, у меня подтек из-за него был. Не знаю, может даже я верхушку эту и уберу, чтобы было открыто. Так, ну, в общем, как-то так, ребята. С собой вот такой аппарат, Ромас у меня. Это RS1000, и есть RS500, есть RS1500. Это у меня RS1000. Вот, заряжаюсь. Ну, заряжаю все, ребята. Сейчас вот стоит на зарядке лампа. Раза 3 уже телефоны заряжал, фонарик заряжал, батарейки заряжал. Лампа это, чтобы вы понимали, 10 тысяч миллиампер. 20-ку Ромаса заряжал, Серега заряжался. За 3 дня у нас 73%. То бишь еще можно жить и жить. Здесь даже 220 есть. Я уже показывал. Выход на прикуриватель. Фонарики там есть на нем. Ну, штука классная. Это портативная станция, в принципе. С ней можно жить неделю вообще в легкую. Освещаться, заряжаться и так далее. Вот. Ну, как-то так. Полы летние я не стелил, потому что грязно. Вот так ходишь, глина, не глина, чтобы полы не зачуханить на травушке. Ну, а так на раскладушках сплю. Серега здесь, я здесь. У нас вот барахло, конечно, все я занес, потому что дождь херачит. Пила даже здесь у нас. Плитка. Мусорка. Короче, творческий беспорядок рыбака, ребят. Тут горелка, сухой спирт, если, не дай бог, печка потухнет. Вот. А так вот кидаем такую вот, она полусырая такая, знаете, и нормально. Вон, пошла возня, и он потихоньку шает. Вот как-то так, ребята. Так и жили, говорит, спали врозь, а дети были, да? Ну, в принципе, комплектом я очень доволен. Это непосредственно такая серьезная палатка. Можно тут втроем умещаться на раскладушках вполне. Мы уже пробовали спокойно. Вот, есть у меня теплые полы под эту палатку. То бишь, это как раз вот именно экспедиционная такая вот серьезная палатка для выезда. У меня еще есть берег МФП-2. Вот именно в одного выезжать.
Так что, ну, я, в принципе, доволен. Все классно, все четко, все ништяк. Все, жарим рыбку. Здорово, мужики. Да, приветствую. Сейчас рыба ловится. А потихонечку, Потихоньку, помаленьку. Собаку не видели? две собаки подбегали. Две подбегали? Да. Майки, да. Ну, черненькие. Черно-белые, да, да. А Кабель пришел, где-то суки нету, бля. Кабель побольше, да? Но, Кабель побольше? да. А давно были? А нет, вот буквально. Вот так. Вот они вот туда, короче, Ну, как погнали. выстрел вот был, Но, вот этого буквально там выстрел за 5 минут они где-то убежали. Закричали там это. И они. Они, короче, туда, Кабель забежал, суки нету где-то, бля. туда ломанули. Были, побили, сука, возбудили. Блять. Орал, звал, блять. Я сразу до машины-то 200 метров дойти куда. Дрисом, я бы прибежал, блядь. На выстрел прибежал. Что, как охота? Тут так смотрю, кабанчиков может где, блядь, вообще-то. Не видно нахуй. Стрелял такого. Да жвал их, вот же просто стрелял. На выстрел идет. Вот эта пизда увлекается, блядь, крепко нахуй, блядь. Может уйти нахуй. Не знаю, петарды есть, может, петарды подзорвать, подлететь. Патроны Понятно. дорогие, блядь. Сейчас выйду, он тут на поле выйду, послушай, поворот, блядь. Были, И были, дриснули сюда, да? Вот туда они погнали, да, вот туда. Вот пустой, Туда, блядь. туда ушла. Ну, кабан, наверное, здесь живет нахуй, там вроде на дороге нарыто, блядь. И что, давно торчите тут? Третий день. Нихуя себе, блядь. Усердно. Ловите? Нет, гонками рыбачим. Гонки, что, есть? Ну, налим. Налим? Налим, Да. лещ. Налим и рыбачим. У нас закидушки с той стороны, поэтому обрыв. Ты что, с этого? Нет, мы вообще далеко. Этот с первого а я как Херово занесло, блядь. ну, как Ну что, решили побывать. Повидать.
рыбку обработал. Что, налимчик потрошить только. Чешуи особо-то нету, хотя есть мелкая. Так, слизь подобрал и все. Мужичок приезжал. Сначала собаки прибежали, белайки. Вот, а потом мужичок приехал. Охотой занимается, в общем. Кабанчика, говорит, гоняем. И собаки потерялись куда-то. Вот он до нас приехал. Ну, вроде нашел, все нормально. Ладно, погнали жарить. Молочные, маленькие, сочные, вкусненькие налимчики. Объедение просто, ребята. За 3-4 килограмма он уже такой, все-таки дубовый. А вот килограмм 1,5-2 это самая, ну, самая вкусная рыба, сами знаете, любая. Что щука, что все. Это, конечно, оно. Так, ну что, погнали. Как обычно, друзья, пакетики. Рыбку-то поджариваем. Опа, мучка. Кто-то в манке жарит, да. Я, кстати, пробовал, Серега, в кукурузной муке жарить. Прикольно получается тоже. Корочка такая, наша такая получается. А так, в принципе, можно просто даже в масле, когда в походе. Вот так вот. Налимчика сейчас подсолим. Сразу. Чуть-чуть пускай подсолится. Все, к сыпане еще. Дацу. Я думаю, недостаточно будет. О, пойдет. Сейчас подсолим и попрем с молоденького. О, пускай подсолится. Вот такая-то. Бульба сбоку была, да, вколол. Поехали. Так, маслицо присутствует. Рыбу жарю, Сергей Витальевич, в обильном масле. Прям в обильном. Люблю, чтобы там булькало прям, понимаешь? Не надо там. Вот так вот. Ну все, поехали. Наш пакетик. Налимчик просолился уже. Так, по 4 зернышка. Поехали. Раз. Вот и все. Все готово. Полностью у нас уже вся рыбка в мучке. Блин, пакет походу дырявый, что ли, опять. Вот так вот. Вот такие дела. Все. Да, Сергей Витальевич? Так и жили, говорит, да? Спали в росе, дети были, бля.
Ну вот, ребятки, вот такая рыбейка, налимчик жареный. Вот. Хвостики вот эти, я их не режу, как бы многие убирают, а я их вот зажариваю в такую чипсу, видите, ребят, и кушаю. Мне нравится. Всем приятного аппетита. Да, Серега? Всем приятного аппетита. Будем рубать. Сейчас будем рубать рыбку. Вкусняшки. Ну. Да, Витальевич. Давай, Викторович. Будем. Будем. Все, поехали. О, сочное белое мясо без костей. Вот так смело можно рубать. Можно с хлебом. Позвоночек убираем. Вот так. Позвонок. А все остальное можно кушать. В принципе. Нормально. Вкусная рыбейка, да. Многие не любят, я не знаю, я люблю, обожаю. Одна из самых вкусных рыб жареных. Вот на эти косточки маленькие я даже не обращаю. Когда хорошо прожаришь, они даже не мешают. Но песня. Так, миножничек. Поперли, поперли, поперли. За миногой. За миножкой, за миногой. Там все мыто, я помыл. Так. Почти что-то к тебе. Давай сюда. Падай. Нет, я веду лицом туда садиться. Как хочешь. Блин. Ясно. Так, ну что, погнали на обрывы. Попробуем там ниже. Может, там что найдем. В поисках миножки. Маленькая кочка. Тут тоже свал такой хороший. Здесь, кстати, тоже можно попробовать порыбачить. Это ни о чем.
Это ни о чем. Будем искать. Тишина. Смотри, нету. Кочка вроде хорошая. А нифига нету. Какая нужна, бля. А? Глина, бля, какая надо. Да. Ну, значит нету смысла рвать ее. Дальше идем. О, красотка, смотри какая. Ух, полторашка на нее по-любому приветствуется. Рвется, да, кочка не цепляется. Расчесываем потихоньку, ребята, видите. Они все уходят уже. Они уходят потом. Не получается его прям взять, щелк и поставить сюда. Вот. Летом-то я раздеваюсь. Подошел, подкопал ее. Вон, видите, он расчесывает ее. О, смотри, белая какая. Ага. Вылетела. Ты сейчас прикинь, его прям вилами поднял. Ага. Я тебе говорю, они там есть. В траве, вилами, да. В траве вилами он степанул. Вот так вот. Ну так вот цепляем. Вон. Серега расчесывает. Я уже упал тоже. Начерпал. Сапог у меня полный. Ну, я имею в виду, намочился. Надо будет сушиться. Кочка хорошая, вот, а расчесывается. Не цепляется. Вон опять какие-то сети, я так понимаю. От местных. Привет, походу. Ну да. Что-то лесковая сетка какая-то. Уже сгнила. Смотри, Серега, как леска гниет, смотри. Видал? Вот так вот. Ребята, как трава. Леска в кочке уже сгнила. Сколько-то лет, походу. Не 1 год уже. Давай, Серег, ломай. 2, смотри, здоровая. Классная. Надо сейчас бегом сразу, пока не умотали. 2, 3. Серега. 3. Давай я порву. Ты, смотрю, уже на пределе. Кишку не рви ее. О, достал. Забрал ее, да? Ну вот так, выдирай. Вон, Это барракуда. На, тебе на ужин сделаем. Какая-то личинка какого-то слышь, чудовища. Стрекоза, да. О, есть. Белая опять. Ну, по-любому еще кто-то должен быть. Хорошее мясо. Да. Воды, видишь, нету. Кочки наверху все. Весной это потом все замоет опять. Все опять будет. Ну конечно, они же зимой еще не рестятся. Я так слышал. Вон еще, видишь, ковырять надо. Хорошая, да? жирненькая. На полторашечку налимчика пойдет. Ну, в общем, ребят, процесс такой. Как-то пальцы все уже и так побиты.
Пальцы побиты, спины гудят. Спины гудят. Ну, охота пуще неволи. И никто тебе не продаст. Даже если деньги будут купить, не купишь такую же наживку. Мы червем так вон купили с Серегой. А что толку-то? Их сгрызают моментально. Я не понимаю, вода уже холодная, мелочь активная до сих пор какая-то. Там что, забрал ты полностью или... Давай, забираем еще. Так, ну нормально, слушай, пойдет. Хотя бы с десяточкой найти. Хотя бы в ночь поставить, уже посидеть не получится. Сегодня еще карты у нас, тем более. Надо тебя размотать. Что-то и получилось даже. Даже получилось набрать сапоги. Ладно. Что, идем на обрыв. Там 7 штучек сейчас перетряхнем. Вам уже до утра не будем трогать их. Пойдем на обрыв. Точнее на пляж. Все-таки там движуха. Какая-никакая. Вот так вот. Нормально. Сначала не получалось, а потом получилось. Глаза боятся, руки делают. Вот и все. Ну, ладно. Перетряхнем, что. Ну, днем, наверное, скорее всего, тут или окунек побаловался, или езек. А так-то что? Все же налим. Вон живая. Нормально все. Немножко живая. Четвертая донка, уже все живое. Все шикарное. Все же ночь, вечер, утро решает. Тут тоже также аналогично. Немножко живая. Все четко, все хорошо. Днем нифига рыбка не гуляет, не кушает. Опа. Вот так вот. Какой-то окунек, походу. Какой-то, походу, окунек. Видишь, на миногу, блин, зараза. Минога-то, блин, крупнее его, блин. Вот такой светлый какой-то, смотри. А он в сетке был. Весь потреханный, бедолага. Видать, в сети был, что ли, или кто-то его хавал. Вон какие шрамы. Не знаю. Пока съел, Кусануло, да. Давай что сюда зарядим. Откуда она живая-то будет?
Опять собираемся, ребята. И опять дождь пошел. Ё-моё, блин. Термосок заправил. Оп. Столик маленький. Так, запаска. Червей надо с обрыва взять. Мне опять дождь заморосил, ё-моё, блин. Ну ладно, чё. Помокнуть опять придется. Так, топор надо взять, точно. Сучкастая, бля. Сырое, Серега, ты напилил-то? Сырое напилил-то. Блять, зажечь где-то будет подольше хоть гореть. Да ничего не будет гореть. Будет. Сыроватенько. Что, по суше не мог найти, что ли? Ну, слышишь, какие они тяжелые? Грязная и так по себе тяжелая. Так, ребятки, ну что, все, прибыли мы на пляж. Посидим немножко. Вот. Сегодня чисто на миногу, червей даже не брали, специально поставим, просто посидим. Серега там одну еще довязал, а еще одну добавим. Немножко есть, как будто бы нормально. Сегодня прям штиляк. Вот сегодня вообще кайф сидеть, балдеть. Правда, дрова Виталич напилил, конечно, березу сырую. Ё-моё, блин. Ну, чурбанок был, раскидал. Сейчас запалим костерок, точнее запалили. Ну и погнали, в общем, погнали работать.
Пройдемся, выставимся. Все дела. Поехали. Слушай, у нас в порядке так-то их. Угу. Нормально. Давай сюда беленькую. Какую-нибудь мощную поставим. Песочком прижмись. Руку в руку. Саму руку, да, ладошку. Вот так. Бац-бац. Чтоб она у тебя. Вот. Все, взял в руки. К голове прижал. Вот, да. Сильно не рви. Вот, примерно. Ну, вот так, да. Давай, хорош, резко. Как у меня крючок выдирал. Резко. Как у меня крючок с пальца выдирал. Также шмырк, только смотри, в голову и не втыкай. И в пузо тоже никак не втыкай, как ты воткнул там пузо. Держи, 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 держи. Во-во-во, давай, ну рви, рви, рви. Втыкай, рви. Вот, располовини ее. Видишь, располовинил. Все. Теперь ищи хвостик. Вот он начинается. И полоска, видишь, серая. Серая от белого. Ну. Вот в серую втыкай, туда, в серединку. Вот, вот прямо тебе отметина. Вот туда. Да, 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 да. Чуть-чуть ниже. Вот, 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 вот. О, во. Пробивай. Резко. Шмарк. Все, огонь. Видишь, кровушки нету, все четко. Быстро это надо делать, Серега. Не мучай ее. Ты обжигаешь ее. Это же тоже рыба. Все. И давай туда прям. Прям на дальний кордон. Прям бабахай. Прям туда бабахай. Поехали. Лови. О, отлично. Отлично. Подмотай, чтобы чуть-чуть это. О, вчера пособирали, да, песочка? Ага. Мыть надо катушку. Так, у Сереги снарядили пяток. Идем к моим. Идем к моим. Заряжаем. Ну, сейчас будет понятно. Если звенит, значит налим. Все. Уже не будем дергаться. Не будем рыпаться. Как раз под сумерки заряжаем. Сегодня погода прям класс. Вот сегодня, да, сидеть можно на червя. А вчера было невозможно. Так, у меня здесь живая. Все хорошо. Оставляем ее. Ну, днем, видишь, Серег, никто не ходил. Вообще что-то интересное не... Ни окунька, никого. Могла бы, конечно, и щука хапнуть даже такую. Ну, значит, нету. Да. Значит, не ходил никто здесь. Только минолем только пойдет по пескам ночью. Потом лечь. Давай, Серега, какую-нибудь бодренькую. Все бодренькие. Ну давай что-нибудь. Пойдет. Вот смотри, Серег, два положения. Если вот скользит, вот возьми вот этот, как его? Руку песок. Да, песочком так. Губу раз, перевернул сразу ее. Она как раз у тебя ползет. Доходишь вот до этого плавничка, прижимаешь ее немножко, только не сильно. И вот все, и вот под эту серую пробивание. Раз, все. Не надо ее там лозить, ты ее тоже обжигаешь. Руки теплые. Ну, да.
И все, и полетели дальше. Вот как-то так. Ну что, друзья, все. Побросались на миножку. Какой-то мотор поднимается. Сейчас если заклюет, значит заклюет. Уже что-то интересное. Ну, как интересно, тот же налимчик вот этот, он не брезгует такой миногой, блин. Окунь. Стрелятка может попасться. Ну, мы все-таки на налима приехали, так что ожидаем. А днем то, что вот минога стояла, что здесь, что на обрывах, вот окушки там какие-то редкие были, а так все остальное живое. Интересно, кто-то на моторе идет. Ну, здесь как бы ничего удивительного. Ходят мужики, рыбачат. Погода, видите, как дает, ребята. Хотя вот я сегодня мне звонили, выходили на связь. Вот у меня в деревне снег выпал. То бишь южнее выпал снег. Мы сейчас с Серегой северо-восточно мы немножко отдалены. Мы на северо, ну да, где-то так получается в этом округе. На 250 километров, грубо говоря. Там. Здесь ничего нету. Вот сюда костру иди, нормально будет. А? Костру иди, нормально будет. Вот там стоит. Здравствуйте. Серега. Как рыбалка? Что только вот Вчера они тоже стояли? Да, только один стоял. Ну вот как-то так, ребятки. Парни подъезжали, короче. Все, короче, разные, со всех уголков. На реке только можно так встретиться, увидеться. Я, кстати, на реке с друзьями чаще вижу, чем, допустим, вот у себя в деревне или где-то там. Ну, то бишь, что когда-то где-то кто-то чем-то занимается, вот на реке вот реально чаще его могу увидеть, потому что он уезжает в город, там что-то еще и так далее. Ну что, зарядились мы на миножку, не знаю. Пока вроде тишина, там что-то раза два брякнуло у меня. Непонятно. Может как-то что-то скатывается, да нет, может, не знаю, может налимчик какой-то небольшой. А как-то так. Ну вот сегодня прям кайф сидеть. Вчера мы тут, конечно, погибали с Серегой вообще. Такой ветер такой с дождем херачил, прям вообще ужас. Да уж. Да. Промокли все. Не знаю, что. Посидим, посмотрим. Минок у нас как бы есть. С запасом. Вот. Повыходил бы, поклевал. Время у нас 6:30. Ну, как минимум посидим. 2-3 часика, это точно. Может кого завалим. Ну а завтра уже сборы, ребятки. Завтра домой. Опять у нас будет все походу сложно, потому что в одну коляску мы не уложимся, это как минимум 2 захода надо будет делать. Посмотрим, в общем. Не будем загадывать, как будет, так будет. Завтра вроде как погода без дождя, и надо будет свалиться. А потом уже
завтра, послезавтра, точнее послезавтра уже там снег с дождем. В общем, там погода будет не очень прям такая. А вот так без дождя, конечно, по кайфу сидеть. Да, Серег? Сиди, да сиди, вон что, вот так. Вон дрова немножко подсыхать начинают и немножко начинают гореть. Раскололи. Что, пойдет. Хотя бы парочку завалить. В принципе, и нормально будет. Достаточно. Сегодня на лима нарубались. Класс. Вот. Ну, не знаю. Попали, конечно, вот в выходные мы в те, когда вот тут движуха шла такая. Ребята тут занимались промысловой рыбалкой, соответственно, как бы, ну, все равно они тут шурудили. И как бы, ну, рыбка тут неспокойная была. Я так тоже понимаю. А так по прогнозу, не знаю, ребята, еще пока не закрываемся. Мне кажется, постоим еще. Я-то точно еще, наверное, выеду. Серега, наверное, закрытие сезона, да, Серега? Посмотрим. Ну, короче, как-то так, ребятки. Ну, что, посидим, что, чаечек у нас. Полный термос. Тебе приеду, так, может, еще и с кружками куда-нибудь сгоняю. Ну вот как-то так, говорю, блин, вообще запаздываемся. Ну ладно. Смотрим, как погода будет. Ну да, все от погоды зависит. Это точно. Вот первая поклевка, ребята. Первая поклевочка у Сергея Витальевича. Причем или ждем? Ну бахнул сейчас, подожди. Сейчас если начнет чудить, забираем. Пока присасывает, прижевывает. Пока присасывает, прижевывает. Угу, все, подсел. Подсел? Да, все, забирай. Ага. Поехали. Есть? Что-то есть. Что-то есть. Первый Никодимчик, походу. Хотя не знаю, может и окунь. Да, навряд ли, наверное, окунь. Что, небольшой, да, Серег? Как? Не могу понять. Ну да. Щегол. Щегол опять хапанул миногу. Отпускай его. Отпускай его. Крючок. Ну я как заглотил. Да вон я крючок-то вижу. Ну. Немножко живая. Давай, бродяга, за дедом. Немного живая, забрасывай. Угу. Вот первый разведчик, так скажем. У меня там, кстати, тоже кто-то звенел. Может, такой же присосался, пьявка. Сейчас стоит просто, молчит. Ну вот, первые ребятки распечатали. Ну все, вот это уже, знаете, она мелочь, как будто, знаете, вот был тут какой-то, знаете, и все. Подсобрали уже, получается. Но все равно месту надо отдыхать, мне кажется, как минимум. Ну хотя сейчас осень, сейчас рыба мигрирует, готовится к зиме, она сейчас скатывается в ямы какие-то туда-сюда. То бишь лещ точно на лим по мелькам ходит, лупит. Потому что он сейчас нажирается перед ледоставом. И еще будет жрать, когда уже лед встанет. Потом у него икромет. Ну, что-то типа такого.
Ну и плюс погода, ребята. Вчера было плюс 5, я так понимаю. И был дождь сильный. А сегодня у нас уже ясно. И прям прохладно. Серега, сидим прям... Бррр. Ну, не минус, конечно, но что-то в районе нуля, походу, уже есть. А у меня дома там в деревне снега навалило, говорит, куча. Ну, он уже растаял, конечно, но вот ночью. А у нас была всю ночь дождь. То бишь нам или повезло, и не повезло. Да, в принципе, разницы-то нет. Так что вот так вот. Не знаю. Посмотрим. Ну, мелкие, да. Мелкие хулиганы. Крупного пока нету. Такие дела. Вроде у меня, ребят, поклевка. Где-то теребонькает. Тоже, походу, небольшой. Хотя хрен знает. Только на какую, непонятно пока. Так, что тут у нас? Самолет летит. Пока непонятно. Сейчас будем разбираться. Какая. Вон, ребята, подсел. Небольшой, походу. Качает. Угу. Есть. Маленький. А, небольшой, Серег. Тут прям загулял. Берега-то. Ну, нормально, слушай. Да, Ренат? Пойдет. Грамм 500-600, наверное. Нормальный налим. Опа. Вот миножка, ребятки, работает. Опа. Захомячил. Пальцы уже больные все от налимов этих за 3 дня-то. Ну, он прикусил ее хорошо. В губу четко попал. Ну, на замену поставим. Давай, Серег. Миногу? Да, миногу поменяем. Так что, по одному, да, Серега? Взяли? По одному взяли. Что он делает, получается? Смотри, он бошку перекусил сразу. Ребятки, смотрите. Вот поклевка налима. Она еще, конечно, живая. Но еле-еле, но она уже все, она уже не жилец. Вот он переломал ее, получается. Он ее хапнул вот так поперек. Бац, крючок здесь. Вот так вот. Разгорелись дрова, запылали без дыма. За окном уже ночь, воет ветер в трубе, кто куда в эту ночь. Ну а я за налимом к этой странной треске, что прошлась по судьбе, кто куда в эту ночь.
Ну а я за налимом к этой странной треске, что прошлась по судьбе. Я, конечно, сюда прихожу не за рыбой, прихожу я к реке, чтоб увидеть друзей за дождем и костром, за туманом и дымом, за журчанием воды и молчанием степей, за дождем и костром, за туманом и дымом, за журчанием воды и молчанием степей. Тихо плещет волна, пролетают снежинки, светлячок подмигнул и погас. Не спеша убегает вода, и у берега льдинки и налим не клюет. Но ликует душа, убегает вода, и у берега льдинки и налим не клюет. Но ликует душа, и, конечно, сюда я вернусь, где б я не был, отдохнуть в темноте. От забот и огней я вернусь за костром, за дождями и снегом, за журчанием воды и покоем полей. Я вернусь за костром, за дождями и снегом, за журчанием воды и покоем полей. Тишина. Тишина, прям такая тишина, что нифига не интересно. Костер зато у нас, ребята, вообще мощный. Березка подсохла, начала давать жар. Класс. Вот это береза, да, это дрова. Тоже мы там в палатке топим. Хрень какой-то. Ну ничего, в принципе, нормально. В общем, решили прогуляться. Так, просто перезакинем сейчас все донки, что есть. Посмотрим. Какие-никакие. Может, что поменяем, что так. Короче, что-то надо делать. Сейчас, ну, посмотрим, потом часик еще посидим, наверное. Если нет, пойдем в палатку. Клюнет, клюнет. На миногу-то уже нормально все будет, уверен. Такие дела. О, отлично. Угу. Есть, Серега. Нормально, слушай, налимчик. Ага. Смотри, на миножку, да? Угу. По-божески заглотил то ли. Что с миногой? Сейчас посмотрим. Не, меняй, ставь новую. Не, заломал он уже, убил ее. Ставь новую.
Есть, ребята, любимая бровочка. Опа. Дает сюда. Ну тут вот звякал до этого. Видишь, налим такая рыба, он стоит потом. А, это походу есть взяли. Есть зёчек. Смотри какой. Ох, какой хороший-то, а. Опа, тихо. Ой, братва, извиняюсь. Ой, косячу, блин. С рыбалкой-то. Ху-ху-ху. Красавчик. Смотри какой. Серый. Ага. Видал? Ну да. Такой 800. Давай тащи нам приманку. О, какой, ребят. А, золотистый. Красавчик, разговаривает. Что у тебя тут? Красавчик. Блин. Язык. А что не звенят-то, Серег, не знаешь? Вот я тебе что и говорю. Стоят что-то молча, да? Ага. Не звенят, не хотят. Вообще никакую не хотят звенять. Ладно, что. Что, на него поймал тоже. Чтобы не брякнул, ничего не Ну. Да-да-да. Не, вот это, Слышал? вот эта бровка прям Слышал, один раз брякнула. замечательная. Вот когда Вся встал, рыба пошел- прет. пошел-то я. Окунь, стерлядь, налим, щука, все здесь. Здесь просто можно вот так 3 рядом поставить, стул и сидеть рыбачить, мне кажется. Вообще огонь, блин. А? Пойдет, жареных. О, да чумазы. Чумазенький. Миногу-то съел. Миногу съел. Бесполезно. Жрут как не в себя, блин. Так, поехали. Мощно. Хороший заброс. Ну вот, проверочку сделали. Налимчики падают, но не звенят, ребята. Кстати, хотел вам показать, вот сейчас стоим, и вот такие бубенчики, ребята, видите, на прищепках. Вот. Они очень классные, очень мощные. И можно на любой кончик засоединить, они стоят. Но ржавеет, конечно, зараза, ненадолго.
Вот такие, огонь. Прям шикарно. Нежели вот эти зеленые, как у меня. У меня, конечно, есть разные. Есть и большие, и маленькие. Вот, допустим, вот эти большие. Но здесь единственное то, что вот они цепляются. Вот на наутилус. Кончик тонкий, и они проскальзывают. Но эти тоже такие неплохие. Ну, те вообще прям мощные. Классные. Ну все, что у нас? Перезарядочка. Рыбку какую-то поймали. Отлично. Хорошо. Вот и дома, ребята. Растопили печечку. Время у нас 10 часов. Короче, сегодня не решили мы сидеть, потому что завтра мы едем домой. Сегодня потихоньку посидим, отдохнем, может, степени, ну, точнее, выспимся. Что мы сегодня поймали? 3 налима мы притарабанили, еще и зёб попался. Ну, короче, как-то так, не знаю, непонятно, в общем. Ну, без рыбы как бы не остаемся, понятное дело, но прям что-то такое, что прям бум, налетели и налетели. Так что, за 3 дня там мы поймали нормально рыбки. Вот. Короче, решили мы сворачиваться. Березка у нас там прогорела, мы тут с Маляка привезли чурбан. У нас тут все шикарно. Сергей Витальевич картоху чистит. В наряде, в общем. Ну, как в наряде. Пожарим, в общем, картохи жареные. А? Шикарно? Шикарно, я думаю. Похаваем. И будем балдеть. Сейчас растопим палатку. Будет тепло. Ну, в палатке будет тепло, я имею в виду, и уютно. Такие дела. Сейчас будет классно. Печка пошла. Чем протереть? Туалеткой какой-нибудь. Есть бумага? Бумага.
так вот. Так, друзья, ну что, доброе утро. Сергей Витальевич, собственной персоной. Проснулись, ребятки, мы. Время 8 час. Вчера не помнишь, во сколько завалились? Поужинали, картохи и что-то так. Да где-то в 10 в 11. 10 в 11, да. Короче, вчера рано ребята легли спать. Потому что сегодня нужны силы. Сегодня Сереге как минимум за рулем ехать. Это и ладно, и мне там сбоку. Но опять же, день сборов и день выездов, они такие трудоемкие, так я бы сказал. Потому что надо сейчас все будет собирать. Все это будет увозиться, грузиться. Такие дела, в общем. Шикарное утро. Сегодня обещают снег. И с этого дня в Республику Коми, походу, бахнут неплохие осадки снегов. Потому что у нас вчера в деревне кропальнуло. И вот, короче, плюс закончился. Уже будут такие, даже днем в районе 0, плюс 1, минус. В общем, все, плюс 5, плюс 7, кайф закончился. Понятное дело, что рыбалка еще не закончилась, еще можно двигаться и по заберегам, когда уже будет лед, там и минуса, но уже минус. Поставили чаечек, точнее водичку под кофеек. Там вчерашняя картошка, Серега там поставил согреть. Ну, сейчас еще завтрак лапши, наверное, заварим китайской. Перекусим.
И потихоньку будем собирать вещи, марафет наводить, что-то прибирать, пакеты. Ну, короче, не знаю, мы заезжали сюда, делали 2 ходки. Может, Леха с деревни поможет нам и приедет и заберет час вещей, и мы одной ходкой уйдем. Это бы было, конечно, намного лучше. Наверное, так и сделаем, но если человек подъедет, может, какие-то планы будут. Вчера мы поймали на той стороне, на Миногу. Серега поймал, я поймал. Вот. И, в принципе, как-то так. Зарядили все на Миногу. Вот сегодня проверка у нас. Может, что-то будет интересное, ребята. Так что еще рыбалка будет. А пока Серега, картошку доставай. Все, ребятки. 4-й день. Можно, конечно, еще жить, стоять. У нас есть и продукты, и, в принципе, есть топливо. Вчера даже неплохо половили миногу. У нас даже миноги вон еще есть в кане. Но... Нет, она не должна замерзнуть. Ну, дела, ребята. Надо и честь знать, так скажем. Да и погода впереди будет. Слякоть, снег такой, знаете, ну... Сегодня вот именно погода без дождя, без снега. Хотим... Ой, даже с утра солнышко вышло. Да, и косачи, кстати, на той стороне. И решили вот именно воспользоваться этой погодой и сняться с лагеря. Ладно. Чаечек, кофеечек. Кофеечек. Перед уездом надо будет мусор сжечь. Костер разведем, сожгем. Тут все равно такое все горит, которое, чтобы не тащить с собой. Что тут у нас закипает? Завтрак чемпиона, ребята. Быстрая лапша приготовления в сковородке. Сейчас она, водичка выпарится. Все будет четко. Ничего. Печенью хоть пахнет? Гусиной. Или гусь там не это. Сахар закончился. Надо будет не забыть потом напомнить на следующий выезд, чтобы все было готово. Так. Мука вроде есть, соль есть. Сахара вот нету. Пакет нужен, Серега, там пакет есть. Пустой. Большой. Может, под обувь там туда. Кружка Ну, да. большая у тебя. Ага. Так, друзья, ну что, 4 дня, 59%. Блин, заряжал все, фонарики, порубанки даже, батарейки, телефоны. Ну, четко, вот. В принципе, еще можно было. Ну, неделю, короче, смело можно брать, хватит. Прошел снег. Такая тучка снежная была.
Ну, в принципе, и закончился. Там в палатке чуть по чуть навели марафет. Ну как, подсобрали по мешкам, по сумкам. Такой штиль классно. Блин, даже уезжать, ребят, неохота, если честно. Ну, хватит нормально, постояли, половили, в принципе, неплохо. Пойдет, не пустые, так скажем. Рыбку подловили нормально. Серега Налима повезет домой. Все, пойду донки собирать. Посмотрим, может, что еще попадется. Так, сумку возьму. Мало ли какая-то рыбейка. Вон сколько у нас миножки еще вчера нарыли. Будем отпускать. Давайте, живите, плодитесь. Он сразу, ребят, смотрите, зарывается. Сейчас разбегутся, найдут себе новое пристанище. По рогаткам смотрю, а водичка на прибаву пошла. На прибавочку. Начал подниматься. Начал подниматься. Вот и хорошо. Это и хорошо. Чего, ладно? Сматываемся. Даже грязки немножко поднакидала. Ну, миножка как была, так и есть. Никто ее не хапнул. Тут как будто рыбка какая-то небольшая. Окунек, наверное. Не, засранец Никодимчик. Засранец Никодимчик. Миножкой не побрезговал. Да, и заел. Как самый настоящий, блин. В язык вроде воткнул. Блин. Не знаю, ну. Выживет, не выживет. Отойдет, не отойдет, не знаю. Что, вот, конечно, глотают они. Мама родная. Вот, ребята, последняя донка. Что-то поднатянуто, как будто, не знаю. Никто тут не ходил, никто тут не бродил. В плане трофея, к сожалению. Так, мелочушечка. Езёк тут попался. Налимчики. Ах, надо же. Последний. Думал, без зацепов. Придется поводок оторвать. На бровке. Оторвал верхний. Щучка тут на ерша. Штук, наверное, с десяток налимчиков небольших за вот эту всю рыбалку. Пару окуней, наверное. Ну, не сказать, что вообще ничего. Рыба не крупная, но была. Соответственно, тоже место можно плюсовать. Хороший приямок. Точнее, не приямок, а яма. Можно сюда приезжать, тем более сюда можно приехать на автомобиле. А это очень большой плюс, так как не надо все поднимать в гору вот эту, а приехать с прицепиком на Невасике, допустим, выставиться, расставиться,
по дороге где-то через лес пильнуть в сушинку и расставляться вот оттуда до туда. Здесь можно вдвоем, втроем хорошо постоять. И рыбка будет. Так что место классное, огонь. Зацепов не особо много. Считаю, нормально. Ну что там, ближочки у нас? Чем порадует? Вчера мы там езя поймали, 4 налимов. Один такой грамм 800-900. Ну в эту рыбалку ничего такого серьезного. Что за кидушечки? Как у вас тут ночка прошла? Никто тут не буянил. Все стоят вроде. Какая-то дергает. А, Серега. Я понял тебя. А, ну что? Первая пустая. Первая пустая. Да? Живые, конечно, что им будет. Вода холодная, это летом. Они бывают, не знаю. Что-то вроде никто ее не кушал. Да. Походу, Серега. Опа. Есть кто-то небольшой. Не больше 3 килограмм. Налимчик. Мелкий, зараза. Опа. Заглотил-то, ё-моё. Как вот так глотают они? Сам ничего взял. Пальцы уже не свои, просто, Серега. Я уже не могу. До того уже. Да вот видишь, что красан, что он толку-то вот. Я пальцем быстрее достану. Потому что я чувствую, где крючочек. Давай, друг, вроде повезло тебе. Он попер, как смотри, домой. Ну нафиг, говорит, я. Мамка, блядь, звала, говорит, в 10 вечера вообще дома была. Да. Есть. Интересно. А что-то такое же.
Такой же. Походу два брата гуляли. Походу два брата гуляли. Тихо, тихо, тихо. Тоже попер, смотри как. Тоже домой. На пару гуляли. На парочку, ну. Есть. Брякнуло. Не уцепились? Зацепились. Ага. Как это так зацепились-то? Плохо. На какой-то походу рыбка, что ли, значит? О, слушай, нормальный. Нормальный змей. Хвостом как лупит. Вот этот приятный. В районе килушки. Вот этот змей 2 поводка съел, блин. Два. И на той, и на той. Ничего себе. Ну, прикинь. Я голодный, блин. Жор. Такой нормальный налимчик. Там, короче. Серег, иди ему пасть открой. Иначе тут он сейчас делов наделает. Сжимает. Скажите, видишь где? В пищеводе. Можешь леску натянуть вот эту? Зараза. Вот так вот. Забирай. Вот такой, да, килушничек. Ну вот как-то так, ребят. 3 налимчика у меня. Посмотрим, что у серого. Ну, 5 штучек у Сергея. Че, Серег? Не знаю. Или как-то. Есть рыбка, да? Ой, как в сторону ушло, да. Ну, тяжеленько так идет-то, ну, не, что-то есть, Ага. не груз точно. Но он водит, 80-ка у тебя груз. водит, вон, видишь. Ага, идет. Походу хорошенький. Сейчас. Видим. Он бьется, слушай. Нормальный, слушай. Пойдет. Да. Такой поприятнее. О. Такой грамм 600-700. Пойдет. Так. Подожди, Серега. Подожди. Опа, обломил. Обломил. Ну ладно. Слабовать не. Ладно. Помой немножко. Что такое? Ну да. Это, наверное, самый крупный за рыбалку у тебя. Ага. Да? Да-да. О, вот это же. Вот с него жареха уже. Нормально. Можно. Уже жареных. Да. Отлично. Так, третья. Ну,
Нет никого, да? Угу. Немножко на месте. Ну, она у тебя тут недалеко кидал, ты ее, да? Ну всю. Ну, тут у тебя шнура-то там ни о чем. Мы же это. Ты же сам еще, да, приостановил. Да. Ну тут, говорю, шнура мало, недалеко. Тут подальше бы, конечно, надо. Давай, Серег, на последний. Кого-нибудь сделай. О, бубенчик упал. Фига себе. Значит, клевал кто-то, слушай. Что-то, блядь, венчика нету на. И шнур-то почему-то провисший. Давай, не знаю. Может, так закинул. Не, подтягивал. Значит, ребейка. Или есть, или была. Что-то, по-моему, есть. Есть, да? Ага. Что-то есть. Вообще там у тебя, слушай. Против течения уволокло. Потому что что-то неплохое. Да? Угу. Давай, аккуратно. Без фанатизма, как говорится, может. Что-то неплохое. Ну слушай, нормальный, Серега. А? Такой. Грамм 500. Толстенький. Ну, более чем это. Толстенький налимчик. Съедобный, скажем так. Змеюги. Ну вот, ребятки, 6 штучек получается. 3 забрали. 2 из них таких нормальных. 3 отпустили. И все, вот та бровочка. Все дает и дает. Туда вот, сюда вот прям смело можно ехать. Вставать на нее, вот, кидать 3 донки и рыбачить просто. Стул ставить, костер и рыбачить. Не знаю, в этом сезоне, наверное, я сюда уже больше не попаду. Хотя, ребят, загадывать не стоит. На пляжу чисто. Небольшие дрова тут остатки. Так, чисто это щепки. А так ни бычка, ничего. Вот так должно, ребята, оставаться место. А вот эта рогатулька под фонарь вот была. Все. И сейчас пойдем свой мусор там сжигать будем тоже. Все сожгем, там дрова, всего там приберем. Там и чужой мусор собрал я. Тоже пожигаем. Как бы, чтобы был порядок. Вот так вот.
Так, друзья, ну что, в принципе, все. Вещи стаскиваем. Вот такая поляна сухая. Палатку сложили. Тут еще ветки, дрова немножко. Ну и мусор, то, что тут был, собрали. Какие-то бутылки. Свой мусор. У нас вон горит. Сжигаем. Там все сжигается, в общем. Ну, так что вот так должно быть место, как минимум. Спасибо, поляна. Было уютно. Все. Сюда. Надо отойду, наверное, идти. Развалимся, блядь. Его можно, вау, да нахуй. Сундучок пустой, нахуй. Че, давай еще что-нибудь. Спасибо, берег. Поедем домой мы. Так, ребят, ну что, время уже темнеет. Мы никак не выехали с деревни. Короче, мы поломали. Серега, что у нас поломалось? У нас поломалось, короче, все, ребята. Не вывезла, короче, машину в гору. Вон, все трещит. Благо, пацаны, короче, были тоже на рыбалке и в Оконцове помогли нам маленько там ключами, там хотя бы затащили машину, потому что встали прямо на самом этом подъеме. Беда полная, короче, что я могу сказать. Серега, короче, часа два, наверное, откручивал мост. Да, Серега? Кардан. Кардан, да. Мост. Короче, все уже троем. Откручивали кардан. Серега откручивал кардан. Я пока там скачивал лодку туда-сюда. И что в Оконцове? В Оконцове беда. Походу нужны запчасти. Нужно тачку ставить. До Сыктывкара нам не добраться. А пацаны с Микуня, в общем, предложили помощь свою. Ехать туда до Микуня и ночевать, короче, а завтра делать машину. Потому что Сереге тем более как минимум надо еще в Киров ехать. Ну, это по-любому так. Короче, едем, ребята, до Микуня. Вот это пошли приключения, да, Сергей Витальевич? Капитальные, бля. Ладно, ребят, что? Не знаю, снимать буду, не буду. Я ничего не снимал сейчас. Все вот эти телодвижения, я думал быстро как-то решить. Короче, едем в Микунь. Пацаны говорят, там где-нибудь, ну, разместимся, в общем. Да и можно в машине, в принципе, поспать. У нас палатка есть. Можно палатку поставить, похрену вообще. Едем в Микунь. Алло. Алло. Леха. Мы, короче, братан, до Микуня поперли, понял? Пацаны тут перехватили нас. Нормально все. Так что давай, спасибо, братан, за суету. Там, короче, у нас тут беда, да пиздец у нас полный. Что-то все у нас хрустит, короче, все капитально непонятно. То ли раздатка, то ли что.
Пацаны подхватили, короче, и сегодня уже не получится, наверное. Надо добраться как-то, доползти. И завтра уже в сервис загонимся. Посмотрим, ну, запчасти, не запчасти, там, не знаю. Что у нас там будет, я хрен знаю. Вот. Так что, братан, спасибо тебе за суету, за все. Давай, если что, не пропадай, звони в любое время. Давай, Лёх, спасибо тебе, на связи. Ребята, всем привет. Короче, вчера мы добрались до Микуня. Стас, спасибо огромное, конечно, приютил нас. Мы сейчас на даче. Ну так понимаем, что как будто бы шрус, ребята. Ой, шрус, говорю, раздатка. Там непонятно, карданы, раздатка, шрузы, там, короче, надо смотреть. Сейчас приехали парни, смотрим, ну, как минимум нет мест. Загнаться, разбираться. Вот, раздатку надо смотреть, но за 50 километров мы ее там походу перетерли всю в хлам, потому что там так трещало. Вот. Сейчас, если Стас все решит, то попробуемся здесь поменяться, что-то сделать. Если нет, то только Сыктывкар, только Владимирович решит всю проблему. Ну, ехать 100 километров еще до Сыктывкара с Микуня. Блин, на трассе мы можем встать, и это будет полный пиздец. Вот. Ну и плюс-минус, ну, сейчас по деньгам не вывозим. А раздатка сейчас плюс-минус 20-30 тысяч стоит. Там даже бушну какую-то поискать, посмотреть. А Сереге еще в Киров ехать, так это надо по-любому делать. Как-то так. В общем, пацаны вчера встретились, все нормально, покушали, приютил Стас тут на даче. Вот, поспали. Вот, даже в баню ходили. Короче, такие дела. Вот такая поездочка получается у нас сложная. Ну ничего, как говорится. Ну, машинка старенькая у Сереги. Не вывезл коляску, короче. Будем решать, ребят, что, как говорится, будем решать. Там как интересно. Должны человека, да, сейчас по-любому будет спорить. Что это будет? Или то, или это, или то, или это. Маленький, куда? Вон! У домкрата спустить это. Вон. Я понял. Поверни его. Добро. О, еще разок. Вот там 4 грани. Оу, нихуя себе нахуй.
Так, ребятки, докладываю. Короче, второй день мы уже здесь. Блин, короче, нет запчастей. У нас там, короче, поломало нормально так. Шрус там, крышку там поломало. Привод. Короче, что-то такое дело. Ладно, все это мелочи. Нету, короче, запчастей, ребята. Нету Мику, ни запчастей. Не ломайте здесь, короче. В общем, у Стаса супруга поехал в город Сыктывкар за запчастями. Это полный жесть, короче. Ладно, чё. Как-то так. Второй день. Придется еще ночевать. Еще третью ночь придется ночевать. Такие дела. Спим-то, ребята, не в бане. Спим-то вот 2 дивана здесь у Стаса. Наверху баня. Такая вот как комната типа сделана. Вообще огонь. Труба вот так проходит по центру. Ну, в общем, решил пельмени пожарить. Похавать. Как-то оно так. За бортом такой. Что-то 0, -1 вроде. Снежочек лежит. Ах. Занесло нас, занесло. Ничего не скажешь. Право. Тут, короче, мы и спим. Красота, тепло. Конвектор стоит. Нормально, тепло. Хорошо у нас. Так, ребята, ну что, 7 вечера. Выезжаем. Третий день, получается, мы в Микуне здесь находимся. Нам машинку починили. Но не до конца. Оказалось, у нас еще одна есть болячка. Такая, ну, не маленькая, в общем. Короче, как-то попробуем сейчас так дернуться. Вот. Ну, домой ехать надо, что, по-любому как-то надо двигаться. В общем, полетели мы по тихой грусти. Да, вот так бывает, конечно, но что сделаешь? Ничего не поделаешь. Да, Серега? Да. Все, ребята, все. Едем мы, короче, до дома, стараемся. Ну, впереди город Сыктывкар, как бы. Там есть подсвязы, есть на связи, есть знакомство, там если что, может быть там что-то и решим. А так полетели, что. Стасу спасибо пацанам огромное от души. Приутили нас. Поехали.